Привет всем, кто есть сейчас на стриме, и тем, кто в записи когда-то этот стрим будет смотреть. Привет, Игорь, привет, Татьяна, он же Леха. И привет еще, может, кто-то, кто в чате ничего не пишет, просто смотрит молча. И привет, Гриша, вот, тебе тоже. Наконец-то мы сегодня возвращаемся к Хорнет, которая там уже, наверное, задолбалась спать. Сколько, больше недели она там спит. Как мы ее тогда положили на этом полуразговорном нашем стриме в тот самый момент, когда болтали, просто она спала. Уже больше недели она там спит, уже ждет, когда же мы припремся обратно к ней, чтобы обратно эту гору фей смотреть, или что там еще у нас сегодня ждет. Привет, Азель, тебе тоже привет. Собственно, у нас сегодня и в планах как раз-таки эта самая гора фей, как я и обещал. Но может что-то еще, не знаю, насколько долго мы застрянем и застрянем ли с этой горой фей. Учитывая, что мне говорили, что она мини какой-то Белый дворец, мини какой-то Путь боли там или что-то типа этого. Я уже немножко там на прошлом стриме глянул эту гору, чуть-чуть мы там успели. И посмотрим, сколько мы там с ней провозимся, долго ли, мало ли. Начнем с нее, а там будет видно, куда, может, еще сходим. И сходим ли. У нас там еще эта катушка висит с бусинами, там бусин несколько сотен вроде. Надо бы их забрать, а не потерять хотелось бы. Будто бы полгода не было Силксонга. Да, больше недели. Еще перед моим днем рождения стримили последний раз. Это было в пятницу или в субботу еще. Прошлую. Давно Силксонга не было. Опа, Силксонг. Давно она спала. Долго, да. Видать, все соскучились за Силксонгом. Правильно? А то у нас в последнее время то заказные стримы были целых 3. Потом некоторые мои стримы были, которые я именно захотел некоторые игры там постримить на один разок. И Резидент еще там начался у нас. Но дальше планируется чередовать, как и до этого мы там со вторым Резидентом ремейком чередовали тогда. Hollow Knight и Резидент. Так и сейчас, наверное, будет вот этот новый Резидент, Hollow Knight. Еще там игру с иероглифами от Гриши мы тоже постримим в ближайшие дни. И вот эти вот 3 игры и еще, возможно, Лего. То самое, может еще и оно будет вот так вот чередоваться вот в ближайшие дни. Такие планы. Игорь, как там у тебя сегодня дела? Занят ли ты или нет? Как продвигаются пантеоны? Видос я, кстати, тот первый твой посмотрел, что ты с каналом скидывал. Азаль, как у тебя продвигается игра? Разработка игры. Гриша, как у тебя продвигается? Я вас у всех все поспрашиваю. Как у тебя продвигается этот Silksong тоже на 100% уже закрыл или еще что-то там доделать осталось? Еще видел, ты Звездные войны начал играть. Это тоже впервые у тебя или тоже какой-нибудь там заброшенный проект с давних времен? И как там Kingdom Come? Как тогда поиграл, так и не возвращался с тех пор или еще поиграл? Так, нормальный такой список. Да. Я более-менее себе какой-то расписание какое-то себе сделал на ближайшие дни. Если не будет никаких форс-мажоров и мы в целом сможем стримить, то вот сегодня Hollow Knight, завтра либо Resident, либо игра про иероглиф это. Соответственно, после завтра, если все будет окей, то уже будет как раз либо Resident, либо эта игра с иероглифами, смотря что будет завтра. Соответственно, то будет послезавтра. А там уже будет после этих 2 стримов следующих видно. Либо Лего, либо опять Hollow Knight, либо опять что-то из этого. У нас 4 игры на чередовании, и то это если что-то новое не возникнет. Либо у меня хотелки, либо еще какие-то заказы. Такие вот дела. Нормально, там уже 3. Уже 3 видоса. До этого Пантеоны смотрел? Смотрел вот один видос. Был один только. Последний раз, когда я заглядывал. Или уже есть второй.
Там же боссы, которых ты не видел. Да-да-да, вот в первом видосе я заценил вот этого нового босса. Эти мастера меча. Как раз плюсы для меня, чтобы хотя бы заценить, что там за новые боссы, которых я в оригинальной игре не встречал даже. Так, насчет игры. Сейчас мы едем на Ире обратно к горе фей. Там будем что-то пытаться. Так, а еще я управление, как всегда, немножко подзабыл. Тем более мы около недели, даже больше, не стримили Hollow Knight. Надо будет опять в ближайшее какое-то время вспоминать, как тут паркурить, как драться, как вот это все. Так что, если у вас будет рука-лицо от моих смертей, даже на обычных мобах, то будьте готовы к этому. Так, как там, куда там? Лета, гора фей. Вроде сюда. Силксонг отдыхаю. Kingdom Come тоже отдыхаю. Джедая играю второй раз, но я в него играл еще давно, на релизе. Но у меня был очень слабый комп, и я играл в него при помощи облачного гейминга. А второй ты не играл еще? Раз ты первый перепроходишь уже, говоришь. Который Survivor. Я первую часть прохождения видел, поэтому на канале уже не проходил. А вот вторую часть на канале проходил как раз таки. Так, я не туда приехал, да. Я молодец. Как раз, значит, плита нам надо было. Леха, у тебя как дела, если ты еще здесь? То я у всех спросил, кроме тебя. Как у тебя там? Что там? Что нового? Дорабатывал боссов, доделал рандом для головоломок и баги очередные. Добавляю и делаю мелкие детали сейчас. Понятно. Работа кипит. Работа не стоит на месте. Сейчас вспомнил про него и решил поиграть, отдохнуть от всего. Понятно. Я первым прошел только 2 локации, решил пройти до конца. Как раз из-за второй части. А, тогда да, тогда правильно, тогда другое дело. Так, я уже не те кнопки нажимаю. Так, вспоминаю. Удар. 2. Ага. Сейчас будет первая смерть. Угу. Я пока вообще даже вот эти все способности вспоминаю, на какие кнопки нажимаются. Блин, опять сюда. Все, имба. Сегодня снова ничего не делал. Правильно? Это брямба. Я Джедая 2 части проходил полностью. Я вот лично проходил только одну. Вторую проходил на ютубе. Как говорится. Думал еще на канале перепройти, но не хотел уж. Вот. Отсюда мы и продолжим наш путь наверх. Как-то. На этом мы и закончили. Возле нее. Силксонги убил данные удалены, который является аналогом пустого сосуда из первой на плохую концовку. Нужно еще пособирать некоторые вещи, оставшиеся на локациях, и идти заканчивать. У меня просто палец намазолился из-за кнопки прыжка. Ой, как я тебя понимаю. Поэтому я отдыхаю. Угу.
Ну и все еще в ультракилл играю, пытаюсь уровни идеально пройти. Смог пока только босса пройти идеально, и то с трудом. Как же ты растягиваешь удовольствие. Все еще есть чем тебе там заняться. Я бы уже, наверное, давно бы забросил, на что-то другое переключился, а ты все ищешь чем заняться об этом. Кстати, по звуку все нормально? Не надо меня или игру громче, тише. Если что, мне скоро придется уйти, но возможно смогу потом зайти. Ну блин, будем ждать тогда. Шакра перебивает. Шакре можно, Шакре нужно, да. Блин, 1 хп осталось. Я разрешаю перебивать Шакри. Аналогично я тоже. Да не то чтобы растягиваю, мне очень интересно все это проходить и перепроходить. Разработчик игры будто лично для меня игру делал. Ну да, редко такое бывает, когда игра прям, вот как ты сказал, прям для тебя как будто сделана. Тебе в ней все нравится, прям каждый уголок исследовать максимально тщательно. Некоторые люди прям такую игру для себя никогда не могут найти. Ой-ой-ой. А я все с первого ХК слезть не смогу. Ну, для тебя вот, наверное, первый ХК такая игра, которая лучше любой другой на свете. Во втором просто пока пантеонов нет. Ключевое слово «пока». Мне кажется, что сюда обязательно что-то DLC подобное рано или поздно добавят. Прям чуйка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну зато забрал это самое. Катушку. Ну нравится все. Кроме падения FPS в комнатах, которые вертятся. Но патчи должны выйти, которые поднимут FPS. Ну это уже мелочь. Такое везде есть. А ё-моё. Да, серьезно? Стеночку как будто ударился, и она меня оттолкнула. Ах. Воу-воу-воу-воу-воу. Дайте, где погреться, дайте. Спасибо. Так, мы куда-то продвинулись. Аллилуйя. Мне лично Silksong нравится как еще один ХК, но с небольшим уклоном на старый РПГ. Как еще один ХК.
Так, там, походу, еще выше можно, а можно левее. Мне Team Cherry нравится тем, что они не стараются заработать на работягах. Они не завышают цены за свои игры и делают полностью бесплатные огромные DLC. Уважаю их за это. Тот же самый Сет Голдман. Ой, да, я много слышал похвалы в их сторону. От разных игроков. У меня максимальное уважение к этим разработчикам. Ну да. Не то, что некоторые. Так, мне почему-то страшно. Так, тут, походу, я никак не заберусь. Потому что там выше еще одна дорожка есть, как будто бы. Падай, прижимаясь к левой стене. А не надо сначала выше, вон там правее подняться, потому что потом все равно, если туда можно подняться, то придется мне опять вот этот подъем делать. Или там все равно тупик и рановато. Левее проход тебе туда. Угу. Да, Team Cherry приятный. Редко, наверное, можно встретить прям таких приятных разработчиков, которые не какие-то там, как вот есть всякие большие компании, которые вообще ересь всякую делают, то ли там с повестками, то ли просто цены сумасшедшие лупят, то ли еще всякие неадекватные решения. Ты поднимешься через левую сторону, и туда потом попадешь. Понял, принял. Ай. Время. Тут пока невозможно подняться. Все ясно. Ты кто? Ты что? Ау. О нет, опять паркур. А ближайшая лавочка далековато. Ой, я не успел сделать. Чёрт. Ну ё-моё. Ой, снова здрасте, чакра. Ай-лай-лай-лай. О, это место я не люблю. Я уже тоже. Блин, опять заново все тут подниматься. О, там еще и походу долгий будет путь. Ай, блин, каждый раз тут вот заново вот этот подъем делать. Понятно.
какой-то фотоаппарат, надо ему попасть на луч, и он сфоткает. Да ты что? Тоже там помирал пару раз. А ведь изначально мы ее тут на 9 дней чуть не оставили. Но зато ей было бы тут не скучно с шакрой под песней. Я забыл, что тут есть какая-то доля секунды кулдауна от этой иглы. Понятно, опять хреновая попытка. Но если я там дальше буду помирать еще много раз, то мне вот этот подъем надо уже заучивать прям наизусть. А то я еще не раз буду тут подниматься по ходу. Салам. Салам пополам. Хелнаман. Привет, привет. Горофей? Она самая. Мне как-то жалко Хорнет. Зато мы шакру в одиночестве на 9 дней оставили, вот и думаете. Ага. Вот кого больше жалко? Хорнета или шакру? А так были бы вместе, и было бы им весело. Холодновато, но ничего, там костерчик рядом был. Хорошо. Почему ты не используешь пластину? Какую пластину? О какой пластине вы говорите? Что такое пластина? Магмовый? Не понял все равно. Колокольчик магмовый. Какая пластина? В красных инструментах. Вот это? А что он делает? Согревает меня, что ли? Действительно, почему я это не использую, если я об этом не знаю? Логично, да? Откуда бы я знал, что оно меня согревает? И вы удивляетесь, почему я это не использую. Действительно. Как же так? Почему? Удивительно. Здорово, бандиты. И тебе здорово, бандит. Челик. Когда ты иглу закаляешь, то холод сбрасывается. Так, на какую кнопку оно у меня там? На вниз плюс R1. Запомнили? Да, эффект такой скрытый. Впервые сейчас вот о нем услышал. Я сам это недавно узнал и уже забыл. И забыть успел. Но мне, возможно, это еще пригодится сейчас.
Да после этой полосы лавка вроде. Блин, как соблазнительно. Она бы мне сейчас очень пригодилась. Блин, не то нажал, молодец. Отличное начало, божественное начало. Отвратительное начало, если честно. Вот и забрасывай, называется, после этого игру на неделю. Может вот так вот считерить? Это очень хреновая затея, да. А то там наверх можно было забраться на стену. Наверное, туда в любом случае надо, таким путем не проканает. Не выйдет. Я пробовал, ты пробовал даже? Ну блин, тогда ладно. Тогда будем пытаться опять вот этот мув совершить, где там отпрыгнуть от одного, оттолкнуться в другое и все это успеть. Там высоко. Я тут играл в шахматы, в уведомлении увидел ваш стрим. Я так попробовал про канал. Странно. Может, у вас обстоятельства были разные? Или способности, или амулеты, или просто повезло. А насчет уведомлений, насчет того, что играл в шахматы, это спасибо, что ты заглянул. Значит, ты подписан, раз у тебя уведомления приходят. Это приятно, это благодарность. Плохо. Не подписан? А как тогда тебе уведомление пришло? Или там уведомления можно и без подписки прожимать? Я не помню, как там в Ютубе сейчас сделали. Пластина. Мне тут без пластины надо бы запомнить эту дорогу, этот подъем прям наизусть, потому что я еще не раз, наверное, туда подымусь. Угу. Так, значит, на вот этой штуке надо моментально отскакивать, а не как я делаю, двойной какой-то отскок пытаться сделать. Плохая идея. Сутки без сна делают свою работу. Не слушай его, ты после перерыва не можешь норм кнопки нажать, чтобы снизу перейти. Да-да. Мне сейчас еще какое-то время надо опять практиковаться, чтобы нормально тут все прожимать. Идеально, как и задумывалось. Ну вот опять. Ой. Я заметил, что ты не используешь рывок в воздухе, а используешь рывок иглой. Рывок не тратит шелк. Мне на каком-то стриме говорили, почему ты не используешь иглу. А теперь вы говорите, почему я не использую обычный рывок. В идеале, конечно, используйте то и то. Вот, если я вот долго использую одно, кто-то недоволен, что я не использую другое. Если я использую другое, кто-то недоволен, что я использую третье.
Ладно, мне все, пора. Удачи вам. Надеюсь, скоро приду. Удачи, Леха. Будем ждать возвращения. Ну да, в самом начале нет смысла холод сбрасывать. А вот на той полосе уже и можно. Ну, главное там не падать в воду эту. А то там, наверное, бессмысленно. В воде все равно. Не, так удобнее. Ты в некоторых местах не можешь рывок иглой нажать из-за того, что у тебя шелк не перезарядился. Используй оба одновременно по ситуации. Ну, это у меня иногда спонтанно как-то получается, если честно. В игре-то еще и рывок вниз есть, правда, я не нашел мест, где это использовать. Ой, и не говори. Сколько тут всего есть. Все надо использовать, и все не запомнишь. Блин. А он еще ломает эти греющие штуки, обогреватели эти местные на потолке. Такс, сейчас надо собраться. Вот опять не успел тут. Вот это самое. Ну а сейчас вообще фигня получилась. Вроде залез, но упал. Кошмар, кошмар, кошмар. Это мастер, давно не виделись. Да-да-да. Привет, привет. Рад тебя видеть. Тут, кстати, наверное, не босс будет. Спасибо за спойлер. Очень приятно. Может еще финал игры скажешь? Я тебя забаню. Вот будет зато радостно тебя видеть. Эй, давно не виделись. И забанил человека за спойлеры. Вот это встреча, а. Вот это встреча. Где вы еще такие встречи видели? Пять. Ты как будто суетишься сильно, торопишься. Да, есть такое, потому что, блин, мне кажется, что там надо как-то реально быстро и рывок один сделать, потом рывок другой, потом отскочить, потом опять рывок, потом еще надо следить за вот этим мини-кулдауном вот этой нити, которую я делаю. Она же не моментально сразу делается, там какая-то секунда или полсекунды. Ай, моя. Я слежу, чтобы и она там откатилась, и успеть там оттолкнуться от одного и к другому долететь, и там не облажаться. Он тебя троллит, автор. Ну извините. Я не экстрасенс, чтобы видеть, что вы тут. То из ваших сообщений рофлы, что троллинги и что еще. Мне яйца тут взорвались, еле дополз. Ничего не понял. Потому что больше недели не играл. Да, вот такие игры, как Silksong, не надо забрасывать. Или как Dark Souls какие-нибудь. Вот если забросишь, потом все, весь скилл потеряешь и как будто учись заново играть. Это да, это та еще проблема. Успел.
целом-то не прав именно он. Корнет зависает на некоторое время в верхней точке прыжка. Так называемые данные удалены? Да. Хорошо, что тут есть вот эти нитки, чтобы можно было хотя бы по пути подпилиться. Это очень кстати. На вершине босс Тильда со слоном за столом рассматривает картины и пьют из большой бутылки. Вот это ты скомбинировал, я понимаю. Сразу 3 мема наших местных. Вот это да, вот это... Как это, не даблкил, а триплкил или что ли? Прям красиво. Это жесткий спойлер, да вообще. Максимальный. Мы сдвинулись с мертвой точки. Теперь главное опять где-то по пути не помереть и потом это все заново не мучиться. Хотя это только самое начало, наверное. Ты, кстати, можешь этой фигней с огнем... Да, мне это уже сказали вот буквально пару минут назад. Окей. Еще половину прошли. Блин. Нормально. Тут можно было вот покупаться немножко. Тут было рядышком. Тут простительно. Так, лавочку мне бы. Вот лавочку внизу. Мне бы лавочку. Бусины тоже мне бы. Все, мне бы. Можно наверх, можно налево. Сдвинулись с точки, поставили двоеточие. Ну не надо. Ну не каркайте. Я ненадолго отвлекся. Ну, мы сдвинулись с мертвой точки, как я только что сказал, и вот наконец сюда добрались. Мне бы сейчас лавочку, чтобы сохраниться, и потом опять тут все заново не проходить. Я был бы мега счастлив. Ударом вниз не пользуешься? У меня он диагональный вниз, но иногда пользуюсь. У меня, повторюсь, все спонтанно иногда получается. Иногда чем-то пользуюсь, и даже с этим не получается. Я иногда не пользуюсь ничем, и вот так лучше у меня получается. Через лево и вниз. Окей. Аллилуйя. А у меня бусин нет. Или есть. О, 220, как это жирно. Кстати. Тут нельзя на ком-то нафармить или вот тут получить. Это очень кстати. Спасибо, игра. Сколько? О. Спасибо, игра. Не пришлось тратить счет. И сохранились. Аллилуйя. Чат, кто до этого смотрел, он хоть один крест открыл? Крест? Вот это что ли?
О. Кристалл памяти. Это синий амулет. Камень с отражающей поверхностью и многочисленными свойствами. При нанесении урона владельцу кристалл превращается в воспоминание о нем. Если к воспоминанию прикоснется враг, оно рассыпляется, превратившись в острые шипы. Это можно вместо вот этого поставить, да? Кто-то говорил, что око друида это фигня. Если вот это лучше, то я поменяю. Что? Я не знал об этом. Ты о чем? Вроде в игре написано знаки. Если про вот это, то да, вроде написано знаки. Или о других каких-то штуках. А как мне попасть и исследовать плиту, если я тогда убил эту муху? Кто-то говорил, что туда и без мухи можно попадать. Но я находил даже 2 мухи. Одну муху я встретил где-то вот между панцирным лесом и мшистым гротом, где-то там в этих местах, не помню где. А вторую я встретил где-то в мрачной топе, когда мы шли квест делать. Может, еще где-то они есть. Как минимум 2 я видел, эти мухи. Но я видосы только спидранеров смотрел, они говорят крест. Вот я и привык. Ты прав, так-то знак, если в русском. Ох уж эти спидранеры, они там своих сленгов понаучиваются, а потом комьюнити привыкает и уже друг друга путает как будто. Ключ локации, новой локации. В плиту можно просто так зайти, чел, не обязательно попадаться. Да, кто-то говорил, что и так можно. Но я именно путем попадания через муху там оказался. Кстати, напоминаю, ненавязчиво ставить лайки, если кто-то хотел, но забыл. Вот это вот все, это мало ли. Вдруг это сработает. Тебе ключ нужен из другой локации. Мне или это вы в чате между собой? Я нормально исследовать ее не мог. Это не сленг, в английском языке знак называется крест. Ну, понятно, привыкли на английский вариант, и потом с вот эти вот с локализированными, господи, словами в игроков появляются вот такие вот моменты путающие. Потому что кто-то привык так, а кто-то привык по-другому, и вот особенно если впервые вот так встречается, то кто-то может подумать, чё? Какой крест? Чё? Какой знак? Не понял, о чем ты. Такие недопонимания. И так в любых играх бывает, когда вот кто-то одно и то имеет в виду, просто разные названия, там из разных локализаций или типа того. Знаками сходить после горы не хочешь? Как получится, туда и пойдем. Куда дорога поведет, как путь ляжет. Ну хотя бы глянем, что он будет делать. Тебе пока просто паркурить нужно. Ой. Бро, пострим потом пик, пожалуйста. Без проблем. В описании есть функция заказа стрима, и милости просим. Я вот в начале стрима буквально говорил... буквально в начале стрима говорил свое расписание на ближайшие несколько дней. У меня там и так есть что постримить. Там и Resident, и другая заказанная игра. И Hollow Knight не забрасывать хотелось бы. И там Лего надо тоже допройти желательно.
Так что еще что-то новое добавлять только, наверное, по заказам. Спасибо, что показал новый инструмент. Я? Что я показал? Я сам не помнил, что я сделал, но не за что. На здоровье. Пожалуйста, милости просим. Надежда Маркелова, здравствуйте. Так, погоди, я что-то там, видать, выше пропустил в чате. Пик — это шляпа, игра высер. Ну, это субъективно. Ну, нет, не надо. А то сейчас опять начнутся какие-то дискуссии в чате. Сломленный чемпион, заступник, та же история. Ну да. Такое в любой игре, наверное, можно встретить. Советую тебе найти знак страницы, как это как гвоздь из ХК. Ну, как получится. Сейчас мы вот гору, наконец, исследуем, а там посмотрим, чем после нее займемся. Уже сейчас можно минимум 3 новых знака открыть. Но у нас сейчас гора. Вот происходит сейчас, мы исследуем гору. Не буду я же сейчас бегать по карте 30 лет, пока мне в чате напишут: теперь иди сюда, теперь пошли сюда, теперь пойдем вот там что-то найдем. Вот когда я говорил гору посмотрим, потом не буду знать, куда идти, не буду чем заняться, можно будет пойти на старые локации и забрать что-то там, о чем вы говорите. Если я могу это забрать. Если это в старых локациях. Если это в новых локациях, то я так и так туда попаду. Вопрос только когда. Кристалл памяти не знал, где найти. Вот показал путь. Тогда пожалуйста. Это получилось не специально, случайно, но я рад, что помог. Так, секунду, а налево там все, что ли, было? А то я тут плохо исследовал, по-моему. Ага, конечно, все, конечно, да-да-да. Как же все. Где-то стена, наверное, ломается или что? Холодно, 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 холодно. Тут никак пока. Эх, жалко. Висит груша, как говорится, но нельзя скушать. А хочется. Зверь — это аннигилятор боссов. Силксонг манит зрителей. Ну, хоть что-то. Советую открыть потом зверя для босс-файтов. Да все мы откроем. Просто все идет по порядку. Не буду же я бежать сразу в какой-то там незапланированный конец карты, чтобы вот, потому что поскорее хочется вам забрать какую-то штучку. Все должно быть постепенно, одно за другим. Вот другое дело, когда вот я в тупик зашел, все, не знаю, куда идти. Я вроде во всех локациях побывал, и больше не знаю, куда мне пойти. Вот тогда, да, тогда я обращаюсь к чату. Чат, так, куда мне идти? Я застрял. Вот тогда наступает ваше время. Ваш звездный час. Так, это я читал, это я читал, это я читал. Аннигилятор — это как раз знак страницы. Если в тайминг вражеской атаки бить, Хорнет критует. Очень много урона наносит. Звучит имбово, конечно. Но для кого как. Охотник
Делает аннигилятор из игрока. Так, пошли вот эти вот обсуждения, что круче, что кому больше нравится, что имбовее. Так, вот эти вот между вами обсуждения я тогда зачитывать не буду. Что будешь делать, если тебе закажут путь боли? Я откажусь. У меня же функция не с любым выбором любой трешатины или любой просто неприятной для меня фигни. Там же есть приписка, что надо со мной обсудить, что заказывать. Потому что мало ли кому-то стрельнет в голову заказать какую-то фигню, за которую меня забанят на деньги. А деньги куда? Что куда? Какие деньги? Где деньги? Если кинут. Придется что-то другое выбирать. Но желательно перед тем, как кидать деньги, со мной обсудить. Там же написано. Перед тем, как вот это вот обсудить со стримером, что заказывать. Они сначала заказывают какую-то фигню, а потом я отказываюсь, а потом обижаются на меня, что вот как ты посмел отказаться, я же тебе деньги кинул, все, значит ты обязан стримить вот эту хрень. Нет, так не проканает. Тогда другое что-то вам придется выбирать. Я не согласен на любую хрень. Извините. Мои нервы, мои вот эти вот хотелки, желания превыше, чем любые деньги. Хотя смотря какие деньги, но это уже другой вопрос. Так, это я читал, это я читал. Это вы между собой. Страдать будет? Нет. Не буду, не хочу, не буду. Если кинут, просто интересно. Ну вот я объяснил. Благо такой ситуации еще пока не было и, надеюсь, не будет. А то не хотелось бы, а то мало ли кто-то там скажет, возвращай деньги обратно. Я ни разу этой фигней не занимался, возвращениями, тем более там на российские вот эти площадки, я не знаю, как оно там будет работать, поэтому не хочу этим заморачиваться, поэтому лучше заранее обсудить, чтобы потом не было вот таких вот форс-мажоров. А то это будет та еще морока. Где деньги, Лебовский? Это какая-то отсылка, за которую я не шарю, извините. Так, все, дальше вы уже обсуждаете между собой. Я побежал дальше. Так, а больше тут ничего нет, кроме этой маски. Блин, да, походу тут ничего нигде не ломается, а то я думаю, мало ли, может там где-то стена ломается, но нет. Там только, видать, вот снизу как-то надо вверх прыгать. Например, двойным прыжком каким-то. И только так. Ладно, запомнили это место. А можно метку поставить, кстати? Хоть раз мне пригодится. Я, по-моему, ни разу вот этими метками обычными не пользовался. Ни в первом Hollow Knight, ни тут. Вот. Будем иметь в виду, что тут у нас желтое, это типа маски или что-то такое, какой-то ресурс будем запоминать. Например, серые это у нас будут бложки, а красные это, не знаю, какой-нибудь скрытый путь, который мне надо будет исследовать, за который не надо будет забыть, или босс скрытый, или просто бусины, где я не смог забрать, или что-то типа такое. Впервые я использовал вот эти метки. Надо же. А если босс данные удалены, и там данные удалены? Отсылка это из фильма «Фраза». Ну, не смотрел, поэтому и не понял. Да-да, ты точно это запомнишь. Да-да-да. Бро, посмотри про зверя, что я написал большой коммент.
Я думал, это вы между собой там с Игорем обсуждаете всех этих зверей, охотников. Вы тогда пишите там мой ник перед этим, чтобы я понимал, что это именно ко мне обращаетесь, а то там между собой что-то обсуждаете, и поэтому я некоторые сообщения ваши пропускал. Просто зверь — это стиль игры от хила до хила. Ты в берсерк моде хилишь 3 маски, впитываешь урон. В это время нанося урон и набиваешь шелк. Потом снова в берсерк мод. Что-то мне по описанию оно не очень понравилось, если честно. Когда там с этим, допустим, разобраться очень сильно и подолгу на этом играть, то, наверное, по итогу это получится реально какая-то имба. Но вот сейчас, когда я с этим еще даже не встретился, с этим знаком, пока оно звучит сложно для меня, что-то там переключаться на одно, потом берсерк мод, потом хил мод, потом что-то опять, потом туда, потом сюда. На прошлом стриме или на позапрошлом кто-то вообще удивлялся, что я пользуюсь вот этой самой первой способностью. Вот этой вот шелковое копье. Говорили, это полная фигня. Но я вот до сих пор бегаю с ней, мне норм. Но ничто мне не мешает как-нибудь на что-то другое в любой момент переключиться. Но даже с этим вот справляюсь, и ничего. Тебе все равно не нужна метка именно тут. Можешь подниматься, ты поймешь, почему тут не нужна метка, когда поднимешься. Ну, кто ж его знал. Ну или тегнуть можно. Так даже лучше, наверное. Это что ж такое? Это стиль игры со зверем, просто натягивание совы на глобус. Ты можешь... Ты просто затыкать любого босса, если руки прямые. Ну, я, наверное, обычно так и делаю. К сожалению или к счастью. Чтобы получить зверя, кстати, надо убить муху. А ну, без спойлеров. Муху понерфили. Так, это я уже читать не буду. Это уже обсуждение неизвестного мне босса. Пошли какие-то мини-спойлеры. А, даже с первого раза с ума сойти. Вот это я сам себя удивляюсь. Надеюсь, ничего не пропустил тут. Ой-ой-ой-ой-ой, вот это плохо. А куда тут, ё-моё? Походу наверх где-то надо было. Эх. А так красиво шел. Ух ты, вот это диагональный подъем. Да, там, кстати, наверх надо было. А не вниз. Сильно не обсуждаем муху, а то он ее не видел. Ну да, сейчас вы обсудите все ее тонкости, там, как ее бить, как она выглядит, как она что это самое. И опять никакого сюрприза мне не будет.
Как же вот это ваши легендарные данные удалены, данные удалены? А он на пути охотника вообще был? Был, но я его проигнорировал. Потому что путь боли и все дела, Белый дворец, ну его нафиг. Я самый жесткий спойлер кинул на всю игру, да. Тройной спойлер. Черт. 5. Не, надо заново. Ты серьезно? Ну это челик на ТТД все уже проспойлерил. Я удивлен, что он не забанен еще. Ну, на тоненького, скажем так. По тонкому льду. Ну, какого фига ты не достаешь? Не торопись, пользуйся парашютом. Я стараюсь. В прошлый раз красиво с первой попытки все прошли, но в этот раз что-то начинаю. Все в спокойном темпе проходится. Это ты еще не видел, как я в первой части Белый дворец проходил. Вот там точно не в спокойном темпе все было, абсолютно. Был чел, который и похуже спойлеры давал. После долгого спора он был забанен, к счастью. Ну да. Нет, не забанен, а просто исключен. Просто он потом больше не возвращался. К счастью. Я вроде видел запись этого. Не помню, какой там был стрим. О, в прошлый раз, в первую попытку, все было вот так красиво. Эх. Кстати, не представляете, как я тупил, когда получил гарпун. Из этой комнаты в котле выбраться не мог полдня. На вершине босс данные удалены, данные удалены, за данные удалены, рассматривай, да. Очень все информативно. Вот такие обсуждения будущего игры, что я еще не видел, я одобряю. Не знаю, вы поймете там между собой, что вы там имеете в виду или нет. Главное, я не получу спойлеров. Вот опять. Ой. Но он капсом спамить начал уже и все, больше его не видели. Но это была последняя капля, да. Мало того, что спойлеры, мало того, что подсказки, мало того, что и не реагирует на мои просьбы. Еще и в чате что-то там конфликтовал с тобой вроде как раз. Потом еще и капсом начал хрень писать, но это была последняя капля, да. Столько сразу одновременно неприятных моментов с ним было, что я уже действительно его исключил хотя бы. Знаешь, почему меня не было на твоих стримах? Я ногу ломал. Соболезную, выздоравливай, там все дела.
форм, я это... Это я тут свой спойлер про гору засекретил. Максимальная секретность. Так, наверное, мне не надо делать вот этот парашют во время прыжка. Надо сразу прыжок делать. Поэтому у меня постоянно не получается вот это. Ну да, вот я парашют почему-то делаю автоматом. Вы все врете. Я же уже говорил, что на вершине точка с продажей шаурмы. Вот кому верить? Да, ну там только мы с ним и были. Вроде да, на тот момент. Это вроде конец стрима где-то был. Господи, вот была самая первая попытка, когда я только сюда пришел, все красиво получилось. А вот теперь начинаются вот какие-то проблемы. Вот почему у меня всегда так получается? Ну, мехотворщина какая-то. А, надо вообще ничего не нажимать. Когда она вот так вот красиво подлетает, как раз я все успеваю сделать. А то я до этого то прыжок нажимал, то рывок нажимал. Во, точно. Мне интересно, когда форум доберется до форума. Это что, игра слов? Кому ты ногу ломал? Тебе. Об ножку стула. Ау. Если конкретно, то не ногу, а мизинец на ноге. Не, ну это, конечно, совсем разные. Вообще-то, ну что ногу поломать, что мизинец на ноге поломать. Ну, сравнили тоже. Файлы Игоря. Кстати, ты ответил или не ответил насчет второго видоса по пантеонам? Ты его уже там выкладывал, а я его пропустил или еще нет? А то я только первый видел. Могу поделиться секретом, как нафармить 1000 бусин за 7 минут. Пока не надо. Пока. Что? В файлах Игоря были найдены данные удалены. Так, сейчас внимание. Идем вниз, потом опять паркуром вверх как-то. Вот это плохо сейчас было. А тоже это сейчас было плохо. Очень плохо. Очень плохо. О! Yes! 1 хп. Я бы от еще одной лавочки не отказался, конечно же. Там всего лишь добрая бабушка бесплатно раздает вязаные свитеры. В такой-то локации холодной. Это самое то, что надо. Их там 3 уже. 3 добрые бабушки. Бабушки-старушки. Я прочитал вязаные сигареты. Так даже лучше. Бугага. Блин, как сейчас будет обидно помереть. ХПшку восстановить я уже никак не могу. Ой.
3 видео. А, видео 3. Ну да, тогда я что-то пропустил. Я вроде вчера или позавчера крайний раз смотрел. Было еще одно. Хорошо. Даже подкилимся. Отлично, божественно. Великолепно. Я сегодня с утра и в обед выложил. Это 2-й и 3-й пантеон, да? Короче, мрачный топ, и чуть правее от... на полпути к дому есть данные удалены. Данные удалены и данные удалены. Туда ведешь данные удалены прямую булавку и просто их оживляйтус. Если это было обращение ко мне, то я ни черта не понял. А если это обращение к чату, то... Мне кажется, это не обращение к чату. Я имел в виду, если вы там между собой что-то хотите обсуждать, каких-то боссов или локаций, которые я еще не видел, то вот можно пользоваться вот этим вот, да, данные удалены. А если вы что-то хотите мне куда-то сказать идти, то какой тут смысл вот этими данные удалены, если я все равно ничего не пойму. Лучше тогда вообще не спалить, вообще ничего тогда лучше не говорить, чем вот такими вот методами. Да, 2-й, 3-й пантеон. Окей, тогда и его тоже. Как-нибудь глянем, если там тоже есть новые боссы. Так, ну опять это... Опять эта штука. Так, а вот теперь я смогу наверх вон там забраться. Надеюсь, слева вон там всех этих нижних локациях я ничего не пропустил, потому что опять туда возвращаться, опять там паркурить я вообще не хочу. А потом на скамейку и так по кругу. Туда нужна метка вора. Ну вот. Идешь туда, потом туда делаешь вот это и готово. Да. Легкотня, да? Правда? Вообще легкотня. О, мамма мия, это просто великолепно. Тебя-то я и искал. Идем дальше. Самый полезный предмет в Силксонге — это ветхие четкие. Да, четкие — это мы четкие с четками, самые четкие. Самые четкие с четками. Не успел. Ты там пропустил кое-что сказать? Ну давай. Но не факт, что я за этим вернусь. Ты почти смог, давай. Идем в данные удалены, находим огурец. Срезаем ему данные удалены. Что? Сила земли. Сила Фарлума. Сила всего. Там, где поднялся, с того места есть проход секретный. Там блоха. Там, где поднялся.
Где? Вот там слева в самом углу? Или где-то вот тут прям рядышком, где я только что поднялся? В общем, назад. Ёлки-палки. Вот тут? Просто чуть ниже и левее. Наверное, тут. Нет. Не тут. Левее, еще левее. Да пройди гору. Там мы на лавочку сели, если что. Если помрем, то там появимся. Ай-яй-яй-яй. Еще левее. Потом можешь не бояться холода. Да? Как ты считаешь, кто милее, блохи или гусенички? Я пока еще с этим очень важным вопросом не разобрался. Многие у меня в чате уже давно определились, кто кому. Но я пока еще, наверное, нет. Может быть, блохи тоже. Это не точно. Верхний коридор. Вот. Где до упора. Бложки Ван Лав. Да за тебя я уже давно понял, ты говорил. Тут стена скрытая где-то вот там, что ли? Стена левее. Левее ниже, что ли? О. О, как. Все. Это было довольно-таки быстро. К счастью. Вот и все. Я спать. Давай, этот мастер. Спокойной ночи. Да нормально. Благо быстро мы тут все забрали. Если бы тут еще блуждали по карте, то другое дело. А так, довольно-таки быстро было. Ё-моё, опять доли секунды тайминга этой перезарядки не хватило. А ну ладно, это не то место, о котором я подумал. Не буду спрашивать, о каком месте ты подумал, а то мне кажется, это спойлер. Да, точно. Спасибо за этот лайфхак. Я о нем даже забыл. Это мне много времени сейчас сэкономит.
достал. А ветер меня сдувает налево. Прекрасно, великолепно. Это замечательно. Я после спидрана только этим и пользуюсь. Я тоже этим пользовался уже много раз, но спустя неделю уже забыл об этой штуке. И не только о ней, скорее всего. Ёлки-палки. Вот опять. Какая-то полсекунды, секунда перезарядка вот этой иглы. Постоянно на ней где-то промахиваюсь. Хватит потолок ударяться. Так. Хорошо. Хорошо. Отлично. Мне интересно, а что жукам цитадели тут надо было? Такой немножко провокативный вопрос на спойлеры, или мне кажется. Кстати, Надежда, я, по-моему, у нас никогда еще не видел. Вы у нас впервые, расскажите, как наткнулись на нас. Я так понимаю, вы тоже в эту игру играли или играете? Ты забыл про стол и дом? Про стол и дом? Не. Как я смею? Не. Вот сегодня мы закончим стрим на этом как раз, наверное, снова. Если у нас будут бусины, конечно же, то вот купим стол, положим Хорнет опять спать. Рядом будет стол, будет не хватать, конечно, картины для полного счастья. И вот на том будем заканчивать стрим. Как вам такая идея? На прошлом стриме мы, по-моему, об этом и договаривались. Пух. Там не перезарядка иглы, ты тратишь 1 единицу шелка, если не попадешь ей во врага. Да. Может быть. И обычно у тебя именно 1 заряд шелка. У тебя он восстанавливается. Ага. Из-за сердца шелка медленно. Но все равно вот как раз перезарядка вот этого шелка происходит какую-то там долю секунды. И вот я вот эту долю секунды иногда не попадаю, потому что спешу, и вот кажется, что игла уже перезарядилась, а она еще нет. Так, а тут правее ничего, надеюсь, не было там. Там плита уже правее. О, это куда-то на самый верх. Я уже вижу, кучу всего пропустил. Ага. Тут двойной прыжок какой-то надо, походу. Непонятно. Там ничего. Окей. Есть предмет, который ускоряет восстановление шелка. Ибо за констатацию факта. Да, впервые YouTube порекомендовал стрим. Прохожу единственный...
Единственной гордостью моя это прохождение всех боссов со 2-7 попытки. А первую вы проходили игру? И в целом вот всякие подобные метроидвании играете ли? Или вот Silksong первая у вас подобная игра? Не ускоряет, но добавляет единицу к шелку. Древний настроечный механизм. Настроечный, господи. Настроечный. Такс. Сейчас мы не будем бояться холода. А вот и мои спойлеры. Кто там? Выглядит красиво. Получено плащ из пуха фейфорнов. Это что, двойной прыжок? Прыжок еще раз, находясь в воздухе. Да ладно, это двойной прыжок. Неужели? Не прошло и 100 лет. А вот и вершина. Ускоряет примерно в половину. Крайняя единица шелка появляется быстрее. Hollow Knight победил Всевышнюю моль. Всевышнюю лучезарность, в смысле. Но путь боли не осилил. Ну, как и я. Я даже не пытался, если честно. Ну его нафиг. А пантеоны? А Колизей? А грим кошмарный? О, все, мы теперь не боимся холода. Ура, двойной прыжок. Красивый. Я думал, это босс. Но, видать, нет. Вот теперь я могу вот сюда забраться. А еще там где-то было место, куда тоже нужен был прыжок. А, вот как раз где у нас метка, там где маска. Там надо был двойной прыжок. Это просто добрая птичка. Приятно, хоть кто-то тут есть добрый. Но если я победил Всевышнюю лучезарность, то и всех остальных. Ну, логично. Хотя вот Грима и Кошмарного я решил не побеждать. Раз он все равно не обязательный был. Его я пропустил. И Грим для меня был как будто бы посложнее, чем лучезарность. Опять в самый низ слетим. Ну да. А тут я был, кстати? По-моему, нет. По-моему, тут нужен был все равно двойной прыжок.
Угу. Секундочку. О, только не в ту сторону отпрыгнул. Недолет. Окей. Теперь надо привыкать к этой новой способности, что у меня есть двойной прыжок. Не забывать о нем. Кто тут у нас? Мастер масок. Посетительница, и какая важная. Но у меня уже есть маска, уже есть лицо. Высекай маски лишь для тех, у кого их нет. Каждый достоин лица. Право на бытие. Пока мои силы не иссякнут, я буду даровать лица безликим. Чтобы существовать, нужно иметь лицо, это самое главное. Работать, трудиться, маски должны обрести форму. Разве может быть дар лучше этого? Маска, чтобы быть кем-то. Земля, что обрела определенно свежие лики для всех. Маска, чтобы скрывать. И ради чего тут этот NPC? Наверное, что-то в будущем? Или чисто лор? Там у подножья лор, что она либо что-то даст, либо убьет. Благо нам она дала сразу две очень классные штуки. Это то, что мы теперь снега и холода не боимся. И двойной прыжок, что самое важное. У тебя ниже и слева еще прикол будет, не пропусти. Там, где маску мы пропустили. Всевышняя лучезарность, самый сложный босс двух частей. А, Всевышняя, извините. Это который с пантеонов. Пардон. Я-то ее и не видел, и не пробовал, поэтому вообще не забыл. Тогда да, тогда она, скорее всего, посложнее, чем тот грим. Тут я уже все. Мои полномочия на этом все, как говорится. Как ощущения? Прохладные. Локация прохладная, и самому как будто стало холодновато. Вот такие ощущения. Благо мы ее вроде как уже прошли почти, наверное. Да, нет. Привет тебе, зяблик. Двойной прыжок, который место площадка. Да. Шандарахни по нему сильнее? По кому? Зажми атаку. Вот так вот его ударить, что ли? Или вы вот это имеете в виду? Или вот это? Эй! Ай! Ай! Ну, пофиг. Дивный у тебя лик, но не моей работы. И не из здешних мастеров творения, по крайней мере, не тех, что еще живы. Но в самой глубине далекое родство. Некая связь с Фарлумом и нашими древними многоногими владыками. Немедля работать, трудиться, маски ждут. Каждый достоин лица, право на... Да, это уже было. У тебя заряженная атака есть? Нет, как видишь. Вот это все, что я могу. Вот я зажимаю, она просто бьет. Вот что у меня есть. Игланчель, цепкий захват, быстрый шаг, цепкая нить. Все. Плащ из пуха Фейфорднов. Понятно, заряженной атаки нет. Ну вот. Лор для лора. Понятно. Он просто так тут.
Копьем шелковым можно? Шелка нет, ну да. Значит, либо потом еще сюда вернемся, либо если он чисто лор действительно говорит, то ничего там особо важного и такого не будет, я думаю. Так, а мы идем вниз, я так понимаю. Ау. Ух ты. Так, на всякий случай еще раз уточню. Тут вот нигде ничего я не пропускал. Могу спокойно лететь в самый низ к той маске, чтобы потом опять не подниматься заново на вот эти все возвышенности, если вы вспомните, что я что-то пропустил где-то тут наверху. Сюда можно лак за 500, что ли, бусин с города доставить. Но это еще не скоро. Мы, наверное, этим будем заниматься. Тут еще есть маска. Да, я вот к ней спускаюсь. Ну, лак это unlock, я считаю. Другая маска тут еще есть. А вот это уже интересно. Это тяжело, но учитывая маршрут, схожий с мясом, довольно легко. И даже мясо еще не доставляли. Я решил это оставить когда-то на далекое будущее. Так, что там насчет второй маски поподробнее? Другой пока не пройти. Тогда я спокойно спускаюсь к первой. И не переживаю больше ни за что я тут где-то что-то пропустил. Воу-воу-воу-воу-воу. Один раз спастись. Кто спастись? Так, карту дорисовали. О, вроде везде все. Нигде не вижу каких-то проходов открытых. Там этот NPC слева. Там разве что, мне кажется, можно вот наверх плиты как-то спрыгнуть или нет. Вопрос еще, есть ли там что-то или это бессмысленно. Но все равно я уже туда наверх, наверное, не буду подниматься, даже если можно. Там нет ничего. Вот и ладненько. Моя прелесть. И теперь можно удалять эту булавку. Метку эту. И все у нас теперь с горой фей. Официально можно отсюда убираться. Забрали двойной прыжок. Теперь у нас на старых локациях наверняка много чего открылось. Много разных новых мест. Если тут у нас все, то теперь, наверное, наступил как раз таки ваш звездный час. Куда мне теперь можно сходить? В первую очередь хотя бы. А то я неделю не играл, я не помню, где тут какие проходы открылись мне, где нужен был этот двойной прыжок, или где еще я хотел пойти, где я не был. Пока что все, да. Пока да. Ходим за страницей.
Не знаю, может быть. Смотря, доступно ли мне и был ли я там, это место. И надо ли оно мне прям срочно уже. А. Привет, хорошо стрима. Привет, Эмптис. Блин, у тебя аватарка такая похожая, как у еще одного товарища в чате. Я вас теперь буду путать, наверное. Какой раз играешь? Первый. Первый раз играю. Так, это лучше. Бусин у меня там нет, кстати, нет. Можно не переживать, что за них. Пошел вон. Ты двери музыкой открывал? Которые? Ты чё, думаешь, я помню? Так, ну-ка, чат улетел, я опять, может, что-то пропустил у вас там или нет? Нет, там все я уже там читал. Что маленький актив? Это еще нормальный актив. Маленький актив это когда я один или кто-то один на стриме. Вот это маленький актив. А когда вот людей 4-5, это еще нормально. Не максимум, конечно, который у меня был, но нормально. Не жалуюсь. Доступный был налево от деревни в Костике. Да почти 16. Это ты не смотри на подписчиков. Это вообще ничего не значит. Это они 100 тысяч лет назад от какого-то шортса у меня подписались, и с тех пор на самих стримах этих зрителей не прибавилось. То, что много подписчиков, не значит, что много зрителей. Представь себе. Вот такой парадокс. Вроде 16к, а на стриме я иногда бываю один. К сожалению. Вот такие вот дела. Я каждому новичку, наверное, это повторяю. Каждый удивляется. Вот как так? 16 тысяч подписчиков, а на стриме всего пару человек. Что за дела? Я сначала тоже удивлялся. Как так, где эти 16 тысяч людей, почему на стриме никого нет? Но потом уже привык. Ничего тут не поделаешь. Костяной низине, точнее. Есть двери такие, которые музыкой открывать. Не помню, чтобы я такие открывал. Последнее, что я помню, что я открывал музыкой, это после босса судьи. Когда я в хоровые палаты попадал. Но это точно ты не об этих говоришь. Это было давно. Напиши в названии стрима, что за спойлеры банишь. Это спасет от челов, которые заходят и спойлерят с нулевой. Ну, не то чтобы банишь, но если прям очень такие жесткие спойлеры, и если предупреждения мои этому не помогают, то хотя бы исключать из чата на какое-то время это можно, да. Но в описании я писать не буду, а то в описании, как всегда, никто не смотрит. Я напишу комментарий и закреплю его просто. Вот это я могу сделать. Так.
музыкой открываются. Вот как раз по пути получится. Ну, сейчас посмотрим, может и пойдем. 16к, Т9. Угу. Лучше старые локации смотри. Вот и я также думаю, что если у нас старых еще есть многие места, которые я пропустил, даже если там просто какой-то маленький тупичок с бусинами или с блохой какой-нибудь, то вот, наверное, лучше начать с вот этого вот. А потом уже там какие-то проходы в новые локации, новые боссы. Это мы успеем всегда. Хотя, знаете, когда вот так вот пишешь, что спойлеры не приветствуются или подсказки, и вот есть товарищи, которые наоборот, увидев такое, начнут только больше назло тебе делать. Так что это иногда имеет только обратный эффект. Так, лучше старые локации. Смотри, многое пропустил. Ну, теперь, когда у нас еще двойной прыжок открылся, по-любому. Там всякие пути в старых локациях пооткрывались, где много чего, наверное, можно собрать. Да, а вы похожи, только у меня принцесса пламя. Ну, у меня прям подробно там не видно, что просто вот гамма там, цвета очень похожие, такое желтовато-оранжевое что-то вот. Как у нас был Игорь и Герт на каком-то стриме, у них тоже обе аватарки просто розовые с буквой. Вот я их путал, и не только я. Также у вас вот аватарки похожие цветами, но вот на ники надо смотреть. Да, подписчики и зрители это разные вещи, ну да. Это точно не значит, что вот много подписчиков и много зрителей. Да, кстати, есть начальные локи игры. Но я не сомневаюсь. Так, мне сначала до Иры бы добежать. Тильда верхом на слоне, это финальный босс. Звучит эпично. Это вам не Тильда в роботе, которая была в Horizon. Это на слоне, это куда опаснее. Еще вопрос, кто опаснее, слон или сама Тильда? Вот это еще надо подумать, кстати. Судя по ассасину и как я бомбил от этого слона, я от Тильды не так сильно бомбил. Так что еще вопрос, кто там основной противник, кто сложнее будет, слон или Тильда. Так, вот и метро. Итак, с чего начнем? Старые локации, значится. В первой локации я точно помню, что да, там можно было что-то найти, но что и где конкретно фиг его знает. Костяки. Я вижу, там есть проход справа, но, по-моему, там путь охотника, который, ну его нафиг. И вроде вижу еще вот есть проход возле глубоких доков, прям рядышком. Там еще метро рядом, можно, наверное, туда попробовать съездить. Если там как раз двойной прыжок мне сейчас пригодится. Нормально, не все равно прочитают, но хоть что-то. Ну, в описании, мне кажется, еще меньше бы прочитали. Так, кто хотя бы в чат заходит, кто видит вот этот закрепленный комментарий, то хоть кто-то, может быть, обратит на это внимание и реально послушает меня. А в описании там вряд ли кто-то смотрит. По крайней мере, из новичков. Если вот так посмотреть, то у тебя прям много всего пропущено, учитывая, что ты уже во втором акте. Ну, так получается, да. Над скамейкой в плите есть что-то.
Над которой. Там 4 скамейки. А, вот над нижней. Да, там вот вижу есть проходец. Право, вот это я не заметил. Ага, тут я все равно, по-моему, не допрыгну. Не, ни черта. Даже двойной прыжок тут не помогает. Смертельный дуэт. Одна отвлекает картинами, другой давит. Ага. Одна будет там рассказывать про картины и вот это вот все, а другой будет топтать и гнаться за тобой. Вот это дуэт века, реально. Прям над нижней скамейкой, да, вот я заметил в этот раз. Слон ваншотит, слон имба. Да. Слон меня куда больше вымораживал, чем Тильда. Описание: только слон на Тильде. Опаснее только слон на Тильде. Вот это да. Это я даже представить такое не мог. А, вот что тут за проход. Тут надо ключ, которого у меня нет. А еще выше есть еще один, есть, вижу, проход. Но, по-моему, там тоже нужен был как раз вот этот ключ. То у меня только лентяй и еретик. Надо еще ключ-отступник. Буквально над скамейкой. Прям буквально. Вот это я зря сделал. Буквально над скамейкой. Но буквально я, по-моему, не допрыгиваю. А не допрыгиваю. Ага. Пойдем. Ау! Искательница блох, кстати. Это приятно. Вот. Мы за блох, по-моему, еще ни разу награды никакой не получали. Может, если я вот достижение получил, теперь можно награду получить? О, половину нашел, молодец. Да, тогда будет награда. Да, я буду очень рад. Тебе налево от костяной низины. Так, извините, я тут чихал. Ключ-отступник можешь не пытаться пока что искать, он далеко. Ну тогда ладно. Налево от костяной низины, вот я вижу. Надеюсь, там не новая локация, потому что новая локация нам пока не горит. Нам пока бы хотя бы... Да. Просто вот подобные вот секретики пособирать. Вот типа бложки, бусины где-то заныканные. Всякое такое. Не локация там. Отвар от них получил. Так-то. Точно, да. Эй, ты, плаще, прошу, ступай тише. Я размышляю тут, укрепляя свою веру, перед тем, как начать паломничество. Мои шаги почти бесшумны, сударыня, и беспокоить вас я не намеревалась. Даже голос твой звучит слишком громко. Я едва слышу свои мысли, прошу, оставь меня одну. Не, я тебе дискотеку сейчас еще устрою. Все время вверх. Наш последний привал. Боже, как она поет аж. Уши сводит. Кстати, этого раньше тут не было.
Это все из осколков. А локации когда? Это ты построил? Да, точно. По квесту. На твои осколки. Угу. Локации вот после того, когда пособираем вот такие вот секретики. То локации ведь никуда не убегут. А за секретики, если мы не соберем, то мы за них забудем, наверное, и до конца игры. А в конце игры они уже будут не нужны. Там вот эти вот парочка бусин или бложка одна или что-то такое маленькое. Не хочу тебе прям путь показывать, поэтому скажу, что тебе нужно попасть на другую сторону двери слева. Так, тут я уже не был. Я там помню, вот прям на краю вот этого подъема там было какая-то секретка тоже там была. Там еще бусины висели. Как туда попасть, я тоже не понимал. Думал, может отсюда как раз, но, по-моему, отсюда нельзя. Или как раз отсюда. Или как-то по-другому. Надеюсь, вы поняли, о какой секретке я говорю. Ой, а уже плюются меня. Я с другой стороны туда шел. Может, и мне так стоит сделать. О, вот это мне надо. Для друида вроде как. Капелла странника. Ага. Ягоду забыли, да-да-да. Тут столько всего, и сюда пойти, и налево пойти, и ягоду забрать. А, она, наверное, уже пропала. Ее заново теперь надо. И тут шорткат открыли. Заново должна у моба появиться, но, блин. Хотя если она упала вниз, то все, ее там я уже подобрать не мог, наверное, да? Надо как-то его убивать. Чтобы она вот тут упала. Во. Это вторая. Тут тупик. И теперь сюда.
Я первый раз думал, где ее искать, когда она в шипы упала. Мог? Значит, она не тонет в воде, да? Если в воду падает, то исчезает. Не помню, у меня тоже почему-то так казалось, что если падает в воду, то исчезает. Или это если она как раз в эти шипы падает, то исчезает. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Везде ловушки. Я хз, вода там или земля? Погнали. Кто бы тут ни был. Эти мужики в тряпках, как я их называл вроде бы, да? Мужики в тряпках оказались не так уж просты. На самом деле там просто хпшки мне не хватило. Но все равно забавная ситуация. Так-то. Скилл понемножку возвращаем, вспоминаем. Мувмент в игре шикарный. Да само собой. Никто не сомневается в этом даже. Так, это шорткат. Так, что? Кто? Что? Что получилось? Давай, давай, связь со знаком странницы. О! Кто там желал странницы? Вот мы и забрали ее. Такс. В чем ее особенность? Наносите быстрые и ловкие рубящие удары, используя короткие точные движения. Это вы об этом говорили, что он как меч у ГГ из первой части? Или не об этом? Преследуйте свою жертву, наносите ей смертоносные удары. Тут атакуйте мощными дуговыми ударами, собирайте дополнительный шелк. Тут быстрые, ловкие, рубящие удары. Угу. Тут у нас 2 желтых, 2 синих. 3 желтых. 3 желтых, 1 красное и 2 синих. Ясно. Именно об этом. Неудобный для меня знак, слишком короткий. Ну, да, довольно-таки близко бьет. Ага, на лавочке только. Шорткат.
Что? Вы откуда взялись? Вот на вас я и протестирую вот эту новую штуку. Кстати, дверь закрыли. Быстрые ловкие удары, но короткие. Посмотрим, посмотрим. Дамс, тут атака, как в первой части. Вниз удар, обрадуюсь. А, да, это... О, вот это да, я действительно обрадуюсь. Хотя я и к диагональному удару привык, если честно, но... На выбор пригодится и то, и другое. Так, ну-ка. О, происходит! Тиран Череп, ты откуда вылез, блин? Еще и лавочки мне сломал. Мерзавец. Я же тебя побеждал, вроде. Я видел, что ли? Вовремя. Не успел. О, прикольчик. Да уж, прикольчик. Лавочку мне поломал. Этот прикольчик. Верни мне лав. Зай. Лавку мне сломал. Собака. Ох уж эта гора. Гору мы, кстати, уже прошли. Уже название стрима, кстати, не актуально. Гора уже все. Так, опять там чат улетел немножко. Форум я нашел не мужики в тряпках, а товарищи в тряпках. Ну, почти, почти. Теперь на карте посмотри, в самом начале нечто похожее на дверь. Где в самом начале? Внизу локации, что ли? Вот там. Что-то похожее на дверь или ты о чем? Тебе туда. О, я ждал с того самого дня. Что ты ждал? Вот этого вот прикольчика тоже ждал. Вот эта встреча. Ну, 2-0, короче. Я его тогда победил, и я его сейчас победил. Почти с первой попытки. Ну, почти. Как мы сделали тут квест. Ах, ты какой. Специально на лавочке не сидел, чтобы на это место не разрушали. Блин, ну кто ж знал, ну кто ж знал. Ну ладно. Он мог появиться как раз, как ты сидишь на скамейке. Эх, жалко скамейку. Да, ниже. Так я случайно перемотал стрим и не заметил. Это ты зря на гору попал. Ну, гора, все, мы теперь старые локации осматриваем. Не знаю, сколько мы сегодня с ними застрянем, с этими старыми локациями, со всякими секретиками. Успеем ли мы еще новые
локации сегодня посмотреть. Хотелось бы. Пушистый грот справа. Окей, все, да, вижу. И начало игры было, там есть дверь. Все. Мимиро. Охотница, видать, это ты освободила мой подвал. Me ofende? Когда я только сюда прибыла, гнездящиеся там существа не слишком благосклонно отнеслись к моему присутствию. Goro Cartello. Охо, да, жуки, они сумасбродные, пока вы выводили и растили свое потомство. Устроили мне внизу дикий беспорядок. В общем, я от всей души благодарна тебе за то, что ты их прогнала. Мимиро. Желаю тебе плодотворных странствий, охотница. И пусть эта Дель начнет страшиться того, что ты свободно разгуливаешь по нашим землям. Благодарю. Mimiro. Toro talena. Simandorela. Как же она по ушам режет. Но благо тут недалеко еще вот эта лавочка была. Кстати, я хотел сравнить вот эти знаки. И меня прервал вот этот хрен с горы. Не, вот этот мне... Не, вот этот мне точно не нравится. Жнец, он мне какой-то очень медленный. Вот это мне побольше нравится. И вниз тоже бьет, как жнец, и побыстрее. Правда, короткие удары. Ну-ка, насколько короткие. Ну так. У меня есть 3 медальона, кстати. Может потратить. Мы следующий знак не скоро получим или скоро? Или мне можно тратить медальоны? Или не стоит? Трать сейчас пригодится. Ну, хотя бы вот эти два, потому что синие мне пригодятся по-любому. А вот это третий желтый, пока не знаю. Тут все равно мне из этого ничего особо сильно не надо. Из этих оставшихся осколки не надо. Тут получаемый урон не надо. Тут тоже такое. Вот эти два пусть будут. Побегаем теперь еще с этим, ладно уж. Ага, конечно. Так, прям правее. Сюда? Угу. Вот так выглядят музыкальные двери. Запомню. Одна из тех музыкальных дверей. Ткачедом Атла. Звучит страшно. Ты кто? Ты что? Ой, как она... Да, вот в такие моменты оно не достает до моба. Это неприятно, конечно.
Это я свет врубил? И лифт там, наверное, этот врубил, если это лифт. Руна, на которой изображен ткачедом. Взять карту? Естественно. Естественно. О. Хоть это и новая локация, о которой я пока что говорил, пока не хочу, но... Ладно. Вот это мгновенный лифт. Она небольшая. Ну, хотя бы небольшая. Надеюсь, мне сначала сюда, а не налево, или лучше налево. Может, там где-то лавочка, а это может босс. Я бы лучше к лавочке сходил. Это типа генератора или что-то подобное. Угу. Здесь можно найти 2 или 3 предмета, точно не помню, но ищи секретки, если что. Но если секретные стены есть, то я, скорее всего, их не замечу. Но это не точно. А вот и бедная Ева. Почему бедная? Это не босс. Хорошо. Кто здесь? Кто-то пришел освободить меня? Или ты здесь, чтобы оборвать мою жизнь? Янара. Меня зовут Хорнет, узница. Я просто путешествую в этих краях и вовсе не замышляю твоего убийства. Как-то оказалось заточение среди этих развалин, где когда-то давно обитали ткачи. Ты была их врагом? Ева. Нет, я не враг им, и пленена не из-за вражды. Я Ева. Существо, чью природу трудно описать. Дитя ткачей, но не плоть от их плоти. Да, Фенестра. Какое странное совпадение. Меня можно было бы описать теми же словами. Дитя ткачей? И в то же время нет. Я чувствую у вас кровь ткачей. Но вы отличаетесь и от них, и от меня. Это изменчивость смешание. Что вы за создание? Подойдите ближе, леди, дабы мои чувства смогли глубже проникнуть в тайну вашей природы. Ты можешь видеть природу других, Ева. Это дар, недоступный простым жукам. Ничто не дается безвозмездно. Мой узор воспринимает жуков лишь через отпечаток, лежащий на их душе. Ты говоришь об их знаках, метках, обозначающих сущность жуков и невидимое бремя, несомое ими на протяжении жизни. Знаках? Да, это древний термин ткачей. Попытка определить одним простым словом нечто крайне глубокое. Но постойте-ка, ваша собственная природа. Неужели? Леди, позвольте мне заглянуть глубже, чтобы я могла понять четче. Позволить постижение. Лавочка левей. Я так и думал почему-то. Улучшен знак охотника. Они еще улучшаются даже. Ударяя врагов несколько раз подряд, вы повышаете свою концентрацию. После того, как вы сконцентрируетесь, ваши атаки иглой станут опаснее. Блин, ну я только поменял свой знак. Опять менять теперь. Невероятно. Ваша природа совсем не такая, как у смертных жуков. Она послушна и изменчива. Вся моя долгая жизнь стоила того, чтобы узреть столь чудную вещь. Если за время странствий вам удастся продвинуться в своем развитии, вернитесь ко мне. Благодаря силе, что мне даровано, я, быть может, смогу помочь вам достичь еще большего. Благодарю тебя, Ева. Если моя природа, как ты говоришь, раскроется сильнее, я вернусь. Леди, мои чувства все еще трепещут. Вы так сильно вышли за границы доступного обычному жуку. Позвольте мне вновь взглянуть на вашу природу, дабы я могла понять все более ясно. А, она что, мне сейчас каждый знак улучшит?
Получено шлейф знака. Это спасибо. Можно еще. Cadestre. Что ж, если моя природа, как вы говорите, что надо. Да, понятно. Нет, походу, это все. Magina Fora. А, это на любой знак распространяется. Просто дополнительная желтая фигня. Блин, почему именно желтая? Можно выбрать другую. Мне из желтого почти ничего тут не надо. Вообще ничего не надо. Что-то из синего, наверное, бы повесил. Опять с охотником теперь будем бегать. Страницей даже толком не испытали ничего. Раз теперь оно улучшенное. О, бесплатная желтая ячейка. Синяя на потом даст. Ну, блин. Ну, желтого у меня одна фигня какая-то. Не знаю. Вот это я не хочу вешать, потому что получаемый урон. Не хочу. Не хочу, не буду. Осколки мне тоже нафиг не нужны. Вот это, наверное, повешу, чтобы, допустим, бусины не терять какой-то неудачный момент. Так, с тобой все или еще тебе поиграть? Это жизнь в заточении. Это железная оболочка. Облик столь хрупкий. Это же, да, понятно, жизнь в заточении. Только этот. Открываешь знаки и качаешь их. Потом сюда приходишь и получаешь плюшку. Плюшки я люблю. Ключий браслет так манит. Не. Он колется. Он колючий. И хочется, и колется. Ага. Это одна из тех секретов, о которых вы говорили. Оу. О, еще одна ягода. Третья. Ништяк. Сейчас опять в грот вернемся, что ли? Только знак охотника прокачивает. И всю? Ключий браслет безвреден, если не получать урон. Логично. Но я его буду получать. Я это гарантирую. Я бы сказал наоборот, враги его не будут получать от меня, а только я буду его получать в большинстве случаев. Как бы. Поэтому я и не хочу его одевать, потому что только сам для себя я хуже сделаю, мне кажется. Привет тебе. ДСД. Уж эти теги вместо ников. Как тебе обращаться, не знаю. Игра проходится без смерти, если не получать урона. Гениально. Она спит там внизу, видишь. А, у меня же опять диагональный удар. Давай. Чтобы попадать. Ладно.
ДСД и так сойдет. Я здесь мимоходом. Сам сейчас бегаю и бусины собираю. Утомился. Да. Добро пожаловать. Игра не проходится, если ее не запускать. Так. Начинается вот это вот все. Игра не игра, если не... А, все, началось, да. А, это я обратно возвращаюсь. Блин, я думал, он тут что-то охранял. А он тут просто так. Какие звуки они издают. А что это за штуки? Бесполезные какие-то. Так, опять. Ну, давай, давай, давай. Материнков! Это прям босс, что ли? Я думал, сейчас будут опять эти миллион жучков просто. Даже типа боссов. Впервые за сегодня. Они не зажимаем. Две? Чё не 10? Одна есть. Вот этот амулет, который иглы добавляет, приятный. Не то, что некоторые. Вторая есть. Тильда не тильда, если не стол, картин. Не, ну да, тильда вообще не интересно, если без стола, без картин. Это факты, да. Кто такая тильда, если без картины и без столов? Ну это несерьезно. Блин, еще один синий амулет. Почему не желтый? Мне тут желтый надо, какой-то полезный бы. Увеличивает скорость восстановления шелка. А, блин, почему не желтый? Синих тут как-то побольше полезных, я смотрю, мне дают. Я бы уже вот этот третьим бы синим повесил. Чем желтый. Желтый у меня пока сплошная фигня. Не стыдно такое говорить, но здесь я умер 4 раза в первом прохождении. Ничего не стыдно, нормально. У каждого свои попытки. Кто-то один может 100 тысяч раз помереть на каком-то одном боссе легком, а другой его с первой попытки пройдет. Тот же первый может на мобах каких-то умирать 100 раз, а второй будет их пробегать легко. Ну или любого другого босса какого-то. Так что у каждого по-своему как-то проходится. Супер, с первой попытки. У меня кривые руки, я здесь помер уже 20 раз. Не, ну 20 раз это уже действительно многовато. Я уж молчу, наверное, за какого-нибудь там прям полноценного босса посерьезнее. Тут же есть, я заметил уже давно, какие-то типа разновидности боссов по более каких-то важных сюжетно, и они, соответственно, более сложные. Это всякие вот эти, которые были Вдова, Судья, Танцоры, Тробиу. Вот они явно более какие-то важные боссы, чем вот всякие вот такие просто более усложненные мобы. Они и по сложности отличаются, и по музыке, и по всему, короче. Я в это место пришел, данные удалены, и был удивлен. Угу. Не помню, сколько раз умер, тут, вероятно, один.
Чего страшного, я с такими руками игру прошел. Это самое главное. Вообще не заморачиваться там с первой попытки, не с первой попытки, что-то кому-то доказывать. Никому это нафиг не интересно. Вот если тебе игра нравится, кайфуешь, там пофиг. С сотой попытки прошел босса, с первой. Если ей нравится, не бомбишь, там удовольствие получаешь, то самое главное. Так, надеюсь, там слева я все посмотрел. Я понял, про какие данные удалены речь. О, вы даже прям разбираетесь, какие данные удалены, а какие данные удалены. И что из этого конкретные данные удалены. Так, судя по карте, да. Судя по карте, я там везде побывал. Надеюсь. Перейдем чуть выше. Ну, не настолько выше. Это я должен успеть, что ли, спрыгнуть оттуда? И тут как-то по стене надо. А, по стене. Да, знающие меня поняли. Тебе еще 3 вещи можно забрать в качедоме. Надеюсь, они все тут. Ага. Вот, например, еще одно местечко. А вот один из этих предметов. Установщик ловушек. А, еще одна ловушка, еще один инструмент красный. С помощью которого они ставили свои ловушки. Размещают шелковую руну, которая воспламеняется при контакте с врагами. Это надо будет попробовать. А, использует панцирный контейнер и собственный шелк. А, ну шелк использует. Ну, тогда не знаю. Хотя, может, оно очень крутое. И мне будет неважно, использует оно или нет. Надо хотя бы попробовать. Опять эта фигня. Не успел. Эти штуки мне прям очень сильно напоминают мобов из первой игры в гнезде там с червями. Там тоже были мобы вот такие вот, которые бегают в узких проходах, которые снимают 2 хп и очень жирные и мерзкие. Так, а больше тут ничего? Ты не видел? Поднимись еще по шахте лифта, там коридор пройдешь. По-моему, я видел, что там, когда спускаешься в шахте, то что-то было. Я еще спросил, надо ли там успеть как-то спрыгнуть оттуда или что. А ты не увидел? Он не увидел. Что я не увидел? Увидел, не увидел, видел, не увидел. Что мне дразнит? А вот это? Да, я не увидел. Ой, все. Ну просто вот эти вот штучки летают, я там фоновым взглядом вижу, что что-то светится. Думал, опять может там вот эта фигня летает. Вот прям целенаправленно я в этот белый фонарик не посмотрел. Да, вот, ну и что, и что вы мне? Что вы мне сделаете? Я в другом городе, как говорится, в этом меме. И все тут. Но эти не такие мерзкие, ну да, хотя бы
Не такие. А то там вообще не закрывали эти маски свои, по ним еще фиг ударишь, надо как-то либо успевать быстро, либо сверху как-то. Так, еще в шахте лифта, да, вижу, есть проход там сверху, правее. Да я сам провтыкал что-то даже. Вот. Теперь мне не так обидно. Это последнее тут. Отлично. Здесь внизу мы сокрыты от ее взора. Готовьтесь, сестры. Соткем надежду заново, дабы мы смогли разорвать эту проклятую паутину, порожденную нашей врожденной наивностью. Так, это лорд. Секретный проход. А наверху? Наверху что-то есть. Рунная арфа. Да сколько тут всяких полезных штук. Древний инструмент, который ткачи использовали для записей. Может заинтересовать собирателей древностей. А, это древность. За деньги. Понял. Слышу звук, но не вижу где. Да, есть такое. Оу. Это было наклонненько. Ах ты, маляка, ты посмотри какой. Я слышу знакомый звук. Слышу звон, да не знаю где он. Вот реально сейчас я слышу звон. Наверное, где-то наверху. Лава, как всегда, очень в тему. Или это я очень в тему? Ой. Я увидел опять вот эти вот красные штуки для отпрыгивания. Так, у меня же стоит... Охотник у меня стоит. Тогда, может, опять поменяем на страницу. Конкретно для вот этих штук с отпрыгиванием. А то знаю я их. Ура, бусины, которые мы потеряем на паркуре каком-нибудь. 100%. Обязательно. Вот уже оно начинается, кажется. На паркуре прямо сейчас. Ну, это было предсказуемо. Ай. Не торопимся. Нет, не в тайминг. Блин, опять. Спокойствие. Так, удар вниз.
Bryn! Все не то, все не так. Прям в лаву опять. Опять не в тайминг. Ну ё-моё. Опять паркур, опять. Опять вот эти моменты мои классические. Путь больно. Этому можно даже не удивляться. Для меня это классические вот эти моменты. Второй прыжок и плащ не забывай. Да все, не забывай. Крюк не забывай, двойной прыжок не забывай, плащ не забывай, рывок не забывай. Ты серьезно? Так. Ой, спасибо, что тут вот эта платформа не ломается. Что я сделал? Что я сейчас сделал? Кстати, мне кажется, или она от диагональных ударов выше как-то отпрыгивает, чем от вертикальных вот этих. Ну-ка еще раз. Классическая тактика слива бусин. Благо их там было немножко. Не, классическая тактика слива бусин — это лохотрон, который мы встречали, по-моему, 2 раза в этой игре. 2 разных лохотрона. Вот там, да. Вот там классическая. А то, что у меня сейчас происходит, это, не знаю, может лично у меня такой классический метод. Может у остальных он не такой уж классический. Или может не только у меня он такой. Да, отпрыгивание разных знаков разной высоты. Может я к этому сейчас буду даже более привыкну. Но нет, это не точно. Или точно. Смотрите. Мне кажется, я действительно уже диагональными вот этими ударами немножко попривык. Чем сейчас снова на вертикальной. Тем более они, да, вот я заметил, такие короткие отпрыгивания, мне даже как будто более неудобно вертикальным пользоваться конкретно с этим знаком. Так, теперь все. Маску забрали. Можно отсюда сматываться. Привык к охотнице, ну да. Тем более мы вот ее улучшили теперь еще. Она у нас улучшенная. Может, буду дальше с охотницей бегать. Только мне тут не хватает синих вот этих штук. Поскорее бы она дала мне дополнительную синюю, я бы ее поменял вот вместо дополнительной желтой на дополнительную синюю. То я хочу вот это повесить. Или сейчас я вместо чего-то другого это повешу. Может, вот это? При связывании спускает вспышку. При нанесении урона владельцу. Может, вместо этого поменять? Скорость восстановления шелка. Оно пополезнее будет или нет? Гора Фей, а не Фей.
Это я в глаза долблюсь, или это... Или это в чате кто-то ошибается? Долбанные переводчики? Может быть. Так, остальное я все прочитал вроде как. Помню, как вначале ты паркурил, на шарах учился. Да, был такой, да, да. И как раз тогда мы на диагональных вот этих ударах учились. И вот по итогу мы к ним даже приучились получше, чем на вертикальных этих в первой игре возились. Фейри это, кстати, даже не феи. Ну, если уж мы заговорили о переводе, то да. Давайте душнить по максимуму. В оригинале было Фейри. Угу. Неправильно они перевели. Мы уже тут подымали, кстати, тему разных локализаций, и кто как понимает, кто как привык к разным формулировкам. И это, наверное, опять к той теме мы возвратимся сейчас. Так, а я тем временем возвращаюсь обратно наверх. Это буквально все магические существа. Мифические даже. Фей, там Фейхорн живет. Душно. Душню. Не душните. Правильно, не феи, это мыло для посуды. Фейри, которые мыло для посуды. Фейри это средство для мытья посуды. Да, я тоже об этом сейчас сказал. Помнил о нем. Так, сейчас я посмотрю опять на карту и буду вспоминать и смотреть, где еще есть какие проходы. Будем проверять, могу ли я в них попадать. А с этим местом мы разобрались. Кстати, лавочку починили. Ой, как приятно. Мне надо внимательно слушать и преданно, без перерыва возносить молитвы. Только тогда моя вера будет достаточно крепка, дабы помочь мне подняться наверх. Ага, ага. Квестов новых нет? Нет. Так, смотрим на карту. В червоточинах я вижу, есть проход налево. Вопрос. Стоит ли мне сейчас туда идти? Или там что-то другое было закрыто? Потом. В костяке вижу только два прохода направо, там где путь охотника. Туда я не хочу, хотя там два прохода. Один из них ведет в путь охотника, а второй может быть куда-то, куда я еще не мог попасть, но теперь могу. Можно? Да, тогда давайте, наверное, в червоточины сходим. У нас теперь можно. Флик молодец. Да, разочаровался, когда не нашел фей на горе фей. Да, и только там мороз нашел, холод и шакру, которая поет там. Хоть что-то, хоть кто-то хороший там был. Хотя нет, не только она, там еще этот типа босс, который я думал босс, но на самом деле не босс, тоже приятный, невраждебный был. Даже полезные штуки нам дал.
Так, секретка левее. Где тут? Если ты про червоточины, то мы туда идем. Этот проход левее. А, нет, ты про тот, наверное, как раз про который я ранее говорил. Про ту секретку. В которую я не мог попасть раньше. Не знаю, могу ли сейчас. Там, где еще бусины. О! По-моему, тут было закрыто. Про вот эту секретку помню, да. Я ее раньше видел, но не мог сюда попасть. Фигурка ткача. Артефакт из далекого прошлого. Это тоже древность. Приятно. Теперь вроде тут все, да? Немножко бусин. Слева ты хотел секретку лутануть. Да, вот. Спасибо. Ну ладно, переводчики тоже люди. Новые мобы, кстати. Тут их раньше не было. Тут раньше был этот мини-босс с потолка плюющийся. Теперь тут появились вот эти новые мобы. Богиня Фей вроде в славянской мифологии связана с холодом, от этого и название. Вот почему правильнее было бы долина Фей, а не Фей. Понятно. Но не до такой же степени неправильно переводить. Получается такое. Да, я не раз уже слышал в разных играх всякие вот эти форс-мажоры. И не только. От разных переводов странных. Древние каменные ворота. Нет. Это не те ворота, которые открываются с помощью музыки. И мне тут что-то не хватает. Кто сказал, что я могу сюда сходить? Тут ключ нужен. Так я ж спрашивал вас, могу ли я сюда попасть, стоит ли мне сюда ходить. Опять время потратил, что ли? А ключа нет. Ну вот опять этот чат. Это дети Большого? Кто знает, кто знает. Чат во всем виноват. Ну, естественно. Самая удобная отмазка — во всем виноватить везде и всегда чат. Так, смотрим другие локации. Костяк. Вроде я везде там был, поправьте меня. Доки. Вот в доках много чего, где есть. Вот наверху 2 прохода вижу. Хотя, по-моему, я там был. Но что-то там все равно еще было, что мне на карту почему-то не отобразилось. Внизу вот вижу есть 2 прохода влево и вправо, и там внизу еще дверь, которая была закрыта, для которой тоже вроде был нужен ключ. И вот правее еще есть проход вниз. В доке сходи, там огромное расширение есть, которое из вот этих проходов. Я тоже думал так. Мы так уверенно пошли, я думал, либо ключ есть, либо уже открыли. А оказалось нет. Я тоже думал, там открыто уже. Я так думали, но оказалось не так. Для меня самое интересное — это проход в болоте грешников. Хе-хе. Дороги грешников. Я там вижу 1 проход наверх. Если ты о нем. Вот там левее и выше, там, по-моему, мгла-то была. Туда я не хочу. И туда, по-моему, нет смысла. Правее и ниже. Короче, самый правый. Понял. Это мне надо, значит,
Значит, нам надо в приют Пилигрима вот туда телепортироваться и оттуда вот левее спускаться, скорее всего. А в доках вроде тоже ключ нужен, нет? Да, там вот глубокие доки, вот прямо под надписью глубокие доки, там вот есть дверь правее. Там точно, я помню, нужен ключ. А вот остальные вот эти 3 прохода правее от этого прохода, вот тут по центру, где вправо и влево, и вот тут правее, где вот прям рядом со мной, вот там я не помню уже. На первом месте гарпун. О нем, о, как только желание будет. Ну, думаю, успеем мы сегодня и туда сходить. Стрим ровно 3 часа, кстати, идет, но я еще пока не планирую заканчивать. Так, я тут был? Судя по карте, как-то странно оно отображается. Да, был. А если отсюда? Так. А я вот уже ухожу. 2 часа ночи у меня удачного стрима. Посмотрю в записи потом. Ну тогда да. Тогда в записи только остается. Ну ладно, тогда спокойной ночи. Спасибо, что был с нами. До встречи. Следующий стрим по Hollow Knight будет, скорее всего, аж через пару дней. Только. Справа от дальних полей тоже музыкальная дверь. Ага, вижу. Ну, откуда это вообще прилетело? Снайперы долбаные. Опять отсюда бежать. Надень защиту от огня. Блин, я надеюсь, там где-то лавочка будет поблизости. Новая. Бог. Там надо было потолок. Ты задолбал. Ну ты душный. Мои любимые летающие мобы, которые стреляют, кидаются чем-то. Обожаю. Так, а как мне вот это ударить? Да как-то...
Даже сам не понял, как у меня получилось. О нет, опять паркур долбанный. Это я даю жару. Если с первой попытки пройдем, я офигею. Ну кто так делает, вот этот шарик сверху? Ну кто из разработчиков это придумал? Дайте мне его сюда. Все так красиво шло, почти, блин, с первой попытки. Я сам аж офигел, как у меня все красиво получилось. Но на тебе тут еще под конец вот эту западню сделать. Ну, мерзавцы. Кстати, насчет защиты от огня пока не забыл, пока мы тут. И минус еще один синий этот. Ну ладно, еще желтый повешу, так уж и быть. Типа этого. Локации Кочедом Атла, где стоит скамья, есть проход на потолке, там лежит оружие. Кочедом Атла. Мы, по-моему, Кочедом Атлу полностью только что вы поисследовали. Он забрал уже. Да, мне сказали, что я там все уже пособирал. Ничего не пропустил. Привет. Груал Великий, очень легкий босс. Это что, спойлер? Это конец был. Ну, тем более обидно. А какими инструментами делать органы для охотницы? Я пока не понимаю ничего. Этим валуном был данный удален. Этот валун мне будет в кошмарах сниться. Глянь в интернете, лень писать. А, этого между собой. Спойлерить нехорошо, здесь так не принято. Здесь буквально в закрепе я написал комментарий, ё-моё. Для особо любознательных. Я же говорил, что кому-то это наоборот будет только больше хотеться заспойлерить от этого закрепленного комментария. Ну, у людей это почему-то так работает, все делать наперекосяк. Эта локация потом будет. Вот именно, потом мы еще до нее не добрались. Зачем мне знать что-то о ней, когда я еще на ранних этапах перед ней. Ты, наверное, не дошел еще. Ты в каком акте? Втором. В втором акте, но несмотря на это, у меня и в старых локациях еще есть такие пропущенные секретики. Так, вот это мне хочется убить, отомстить ему. Падла душная. Там и не будет за мной лететь. Куда ты это терял. Так. Так, дубль 2. Вот этого паркура. Не забываем об этом валуне, который нам все обломал в конце. No, 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 no. Аж отсюда. В прошлый раз так красиво, все с первой попытки прошло. Сейчас тут будем застревать на более ранних этапах. Даже не на том последнем. Все как всегда. Опять. Даже тут уже это не смешно.
Ля-та-та-та-та-та. Окей. А где валун? Он тут был? Давай, давай. Ага. Пошел нафиг. Ей. Блин, реально, почти добрались до прошлой попытки. Вот этот валун все испоганил. Так, что опять вы там много всего написали? Понял, а где добыть двойной прыжок? Мы буквально его сегодня добыли в горе Фей. На самом верху. Ты можешь в желчноводье дойти? Могу, наверное, но у нас все по порядку идет. Через дорогу грешников. А, наверное, об этом пути и говорил Азель, что он хотел бы его увидеть. Где найти фигню, через которую можно через кольца прыгать? Хотел буквально спойлерить локацию. Но он опять тоже, еще один, прям на тоненького. У нас уже там был ранее один, который на тоненького рисковал. Это тоже, походу. Только это спойлеры другого формата, типа. А как сделать вот это, да? А как... вы не помните, как там выглядел и назывался финальный босс? А? Не помните, как там вот эта способность была? Где там вот эта способность была? Не помните, как там вот это, как там вот то? Вот это такие беспалевные спойлеры, да? Понимаю, понимаю. Но надеюсь, что это не специально. Так, мне бы лавочку. Но это тоже сойдет. Это тоже приятно. Так, еще там можно налево пойти. Или вернуться. Нет, не хочу. Так, тут никак. Внизу. Внизу опять это... Так, летающий. Перелет. Я спрашиваю просто, где именно. Но спрашивать про места, в которых я еще не был, не стоит, наверное. Как и про боссов, как и прочее. Это лучше загуглить или посмотреть видосы. А не спрашивать в чате у стримера, который этого еще не проходил сам. Про те места, которые я уже был, это, пожалуй, это сколько угодно, это на здоровье. А вот то, что, вот, может, я еще не проходил или не получил, вот это нехорошо. А видосов нет таких. Не верю. Вот не верю, что по Силксонгу еще нету миллиарда видосов с любыми подробностями. Я отвечаю, где были уже. Тогда спасибо. Так. Видосов с прохождениями уже сотни. Да, мне тоже так кажется, что уже больше полугода от выхода игры, наверное, прошло, или сколько там. Уже, наверное, за все это время игру прям вдоль и поперек просто прошли, и миллиарды, миллионов есть видосов, прохождений, лайфхаков, секреток всяких. Просто смотри, не хочу. Что у нас тут? Из-под земли вылез...
растут из-под земли, блин. Вот я смотрел наверх, потому что там дым шел, а тут на тебе из-под земли. Этот товарищ с вилкой вылез. Это подстава была опять заново туда бежать. Эх. Вон. Ты тоже пошел. Вон. Блин. Ненавижу вас. Ну че так по мне попал? Ну ты мерзость. Как же меня бесят враги, которые летают, еще кидают с этой дрянью. Просто не могу. Просто всей душой. О, это уже какие-то новые мобы. С кидающимися, взрывающимися копьями. Так. Угу. Советую надеть огненный колокольчик для этой локации. Я надел. Магмовый колокольчик, да. О, еще вас двоих тут не хватало. Ой. Ненавижу. Ты идешь в место, где подрывались многие пердаки игроков. Сомнительно звучит. Непривлекательно. Учитывая, что я даже на пути туда уже в который раз помираю на этих парах летающих, кидающихся бомбами. Ай, неудача. Это нормально. Так, лучше, наверное, сначала наверх, к тому мини-боссу вернуться. Потом налево туда. Надеюсь. Сверху, где арена, открывается шорткат. Да, не зря я сюда поднялся сначала.
все взрывается, все летает, все искрит. Взорви сам себя. Не меня. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Еще не все. О, сразу два. Блин. Все равно задели как-то. Под самый конец. Ну, обидно, обидно. Только слышу твои страдания, но не вижу их. И правильно, нечего смотреть на эти страдания. Что там, Звездные войны продолжаешь на фоне играть? А, окей, не заметил, сижу на фоне просто. А ведь я проходил это место, когда уже данные удалены. Сверху, где арена, так, это я читал. Только не сразу вы двое. Безобразие. Ну, с одним КП, ну что это? Так вот. Можно было смело заново начинать. Опять бусин немножко потеряли. Не страшно. Да, в джеда играю. Каков прогресс? Уже дошел до новых каких-то мест, на которых забросил в прошлый раз. Или еще на тех старых, которые видел уже. Вот мне тут его попробую. Убить и потерять две хпшки. Плохая идея. А? Сюда. Ну прям бомбу закинул ты, мать. Одним КП идти на этих боссов. Ай. Ну чисто на удачу. Тайминги опять не видели. Прыжок в тайминг. Да, уже дальше дошел. Главное, чтобы опять не забросить. Не обязательно проходить всю локацию, но данные удалены. Даже сражаться тут с данные удалены не обязательно. Ой, надо уже закругляться с этим местом, а то мы уже долго тут возимся с этими мобами. Уже даже не босс, это просто мобы.
Нафиг. Заново давайте. Даже я научусь, блин, мимо них как-то красиво увернуться, чтобы с полным хп добежать до туда. Тут коридор левее. Там, наверное, же этот босс, или там можно оббежать с другой стороны. Не удивлюсь, если можно, действительно. Я не сюда хотел. Хотел вот этот проход наверх. Нет, отсюда никак не получится. Еще раз. Рука, лицо, это вообще сейчас было. Уже надоело, ей-богу. Перезарядка. Нормально. Более-менее. Давайте. Ну не вижу, не видно ни черта, пока все взрывается, яркие вспышки. Черт.
Опять вовремя захилиться решил. Сколько ж можно? Сколько ж можно? Только так красиво вроде дошли. Почти с полной хпшкой даже. Опять теперь я уже какую-то фигню там творю. Либо по пути меня почти убивают, либо когда добираюсь, то там меня уже. Там я уже, точнее, фигню какую-то делаю. Дубль фиг знает какой уже. Последний. Кто б сомневался. Опять все искрится, взрывается, ни черта не видно. Опять эти два урода. И бомбы их отбивать можно. Угу. Да, арена не основной путь. У меня принципиально уже. Я скипать ничего не буду. Принципиально уже хочу их уничтожить. Здравствуйте, на каком акте? На втором акте. Секундочку.
Продолжаем. Способность нажал, ну ладно. Пойдет. Пусть погорит. Это реально последняя волна была вот этих двух клоунов. Так близко и так далеко все это время было. Лоха. Ну, будем считать, не зря все это было. Теперь можно и налево, наконец-то, туда пойти. Немножко бусин. Вовремя. Очень вовремя. Очень вовремя. Благо не надо опять туда возвращаться. Наверх имею в виду к этим типа боссам. Да, ну да. Может просто где-то в бане я тебя отбегу.
Ну, естественно, обижешь его тут, конечно. С моими таймингами идеальными. Скобочка божественными. Даже этот один моб теперь начинает меня тормозить. Дожили. Дожили. Позор. Баню. Я иду вперед просто. Так. Один моб. Да уж, один моб. Угу. Там можно наверх, можно вниз, можно налево. Ай. Ведро до краев, наполненное тлеющим камнем. Кремнием. И что с ним? Сейчас поймешь? Сейчас пойму, наверное. Погодите. Допустим, сюда мне надо. А если наверх? А, наверх просто шорткат сейчас открою. Отлично. А вот и они. А тут лавочки нет рядом. Разве что вон та, чуть выше от меня. Может вернуться к ней и активировать? Или тут ниже будет еще одна лавочка? Кто-то там бубнит. На скамейку бы? Вот я тоже так говорю. А то опять потом бежать через вот этих мерзких мобов аж от дальних полей не хочу. Тем более мы тут шорткаты открыли. Вот. Так, там внизу я вроде нигде ничего не пропустил. Можно идти прямо вот туда вниз к этим. Кому-то там, кто там бубнит. Менять. Мне еще надо вот это магмовый колокольчик. Или можно менять уже? Ладно, я спать пойду. Уже сутки плюс не спал. Сижу, вырубаюсь. Да, тогда давай. Спокойной ночи. Я уже тоже, наверное, буду закругляться скоро. Уже почти 4 часа стрим идет. К сожалению, мы не успеем пойти в те дорогу грешников, которые хотел глянуть потом записи Азель. Походу, мы еще тут с доками не разобрались до конца. Еще не факт. Не факт, что я тут сейчас не застряну надолго, вот туда, куда я сейчас спущусь. Так с этими вот мобами, блин, застряли что-то надолго. Спокойной ночи всем. И тебе. Надо еще? Тогда ладно. Все, пошли. Хотя бы глянем, что там, кто там.
Ай. Старший брат Сигнис. Здравствуйте, старший брат. Я неожиданно сам для себя парирую. Блин, вот такие удары его сильно резкие. Так, вторая стадия, что ли? Типа. Метко. По-снайперски, конечно. Еще раз. Ага. Ой, что-то с потолка что-то упало. Что произошло? Там еще один брат появился. Меня убили что-то как-то быстро, я даже не успел ничего сделать. Так красиво шли. И так быстро как-то непонятно помнили. Дубль 2. Блин, какой же этот удар резкий. Фиговая попытка, если честно. Очень. Старшего брата позвал. Я даже не успел посмотреть, что там этот второй брат может. Плохо приземлились. Это было красиво. А вот и брат, который меня опять в лаву толкнул. Не надо так делать, уважаемый. Спокойно. И прямо на копье. Ну блин, хорошо шел, хорошо. Это тот же, который тебя копьем кидал. Перед 2. Ну блин, попытка хорошая.
Первую стадию уже, если не считая некоторые смешные моменты, то первую стадию уже можно нормально проходить. Я еще с этим малявкой не разобрался до конца. Я там про этого, про третьего моба какого-то. Ага. Спокойно, спокойно. Не наглее. Вот так. И еще один остался. Не расслабляемся. О, еще лавы не хватало мне. До полного часа. Ну ё-моё. Ай. Почти идеально. Не, ну я его сегодня победил. Я его на следующий стрим оставлять не буду. Зря шелк тратишь на обилки, хила лишаешься. Блин. Понятно, давай заново. 2 хпшки на пути тратить, это вообще смехотворно. Да ё-моё! Не успеваю нажать парашют. Иногда. Давай еще раз. А. Ну, сбил, не сбил. Блин. Вот иногда попадаюсь на вот этот его резкий удар. Плотную, иногда нормально. Иногда вообще его случайно парирую. Эта попытка вообще такое себе. Даже до второй стадии не дошел. Ощ, ощ, ощ. Что он там говорит? Как ты меня этим ударом своим замораживаешь. Я вроде моментально отскакиваю от него все равно. Вот опять.
Он не успевает. Вот опять. Friend. No. Никто нажал. Пожалел об этом. Тайминг хил опять. Ошибки делаю прям очень плохо. Мега плохо. Отвратительно плохо. Эх. В воздухе безопаснее хил прожимать, он не может вверх атаковать. Мгм. Там, блин, даже вверх задел мне собак. Это вообще обидно. Максимально хреновая попытка. В самом начале уже столько ошибок. Усь. Хорошо. Плохо. Все вместе собрались. А вот и брат. Ой, что я делаю сам, блин, в лаву улетел. Молодец. В воздухе хилимся, как и советовали. Попадаем на копья прямо, гениально. Плохо. Вот сразу двое оглушились. Сразу двое померли? Не, один. А было бы красиво, сразу двое так. Братья и одновременно помереть. После одновременного оглушения. Вот было бы романтично и эпично. Давай, до свидания. Всё. Фух. Что там наверху? А, ничего интересного.
О, лавочка. Погодите. Тут еще проходы вниз, направо, налево. Не, ну давайте сначала лавочку. Хотя, если я туда пойду, там будет такая же кнопка, чтобы эту дверь опять открыть. Если я туда зайду, то все, мне сюда уже не вернуться. С той стороны. А я тут на странице страдал коротеньким ударом. Ну, с коротеньким ударом оно и понятно. На странице. И без колокола защитного проходить. Так, это толкоед еще один. Сможешь? Окей, тогда. Тогда я перестрахуюсь. Отлично. И тут тоже открыли дверь. Ага. Значит, тут нужен был не ключ, а просто была закрыта дверь с этой стороны. Мне казалось, что тут ключ надо был. Ну ладно уж. Ау. А что тут ничего нет? Просто два моба и какая-то там фигня на потом. Вообще невыгодно. Не, ничего тут нет. Подстава, обман. Тут тоже. Ау. Это я заберу. Ау. Так, и все. И все-таки тут наверху что-то есть. Тут есть смерть моя. Так, по карте. Нет, там что-то есть, проход направо где-то. Наверх. Прекрасно. О, все хп на ровном месте. Там мог шар сломать наверху. Вот этот. А-ха-ха-ха. Что мне эти мобы отвратительные. Это был скамшар. Ага. Кстати, там, если спуститься от скамейки, можно стену сломать. Лево.
Это вот тут слева? За этой дверью или внизу? Справа, но слева. Не с того лево. Ох уж этот час. Нашел. Медальончик. Приятно. Но обратно я вот так лучше сделаю. «31 час, кстати, уже в игре мы. Ага. Ну я ж нажимаю. Я ж нажал. Ну третий раз одно и то же сделать, это надо суметь, конечно. Можно спросить про спойлер? Что спросить? Спойлерить ничего не надо, если что. Или ты для себя? У меня 108 часов заняли оба акта. Давай, давай, давай. Ага. Угу. Я надеюсь, сохранится вот то, что я там успел ударить и открыть себе путь. Очень надеюсь. Как это? Я за 30 часов прошел игру на 100%. Верим, верим. Ты был в Локе на букву Ж? Полная Ж. Что у нас есть на Ж? Смотрим. Вот тебе, кстати, моя карта. И смотри, где я был. Не вижу вроде ничего на Ж. Вы видите? Я нет. Значит, я там не был. Не был, значит, еще. Угу. Учитывая, что я выполнял ачивку на полный журнал, то где-то 25 часов. Учитывая, что ты это уже фиг знает какой там раз игру проходил и уже все везде знаешь, наверное, наизусть, то тогда, естественно. У меня тут что-то светилось красным, уже не светится. Неважно. Так, я надеюсь, что... Надеюсь, что меня сейчас не убьют. И этот червяк отсюда мотается. Даст мне пройти. Туда вот. Да, проход сохранился. Хорошо.
зарабатывают эти мобы. Ой, их тут еще и 2. А у меня 1 хп. Ништяк. Тебе даже еще до Х. Все понятно. Все ясно, понятно. Так, окей. Сюда кое-как добрались. Это было первое прохождение на релизе. Верим, 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 верим. Не спеша лучше секретки, отыскивая блошек и наслаждался игрой и не спидранил ее. Это правильно. Это правильно, особенно первое прохождение. Собаки. Как там мне сейчас мимо них пролететь? Тайминги опять заучивать их, что ли? Да, потрать ты время и убей их. Ну, я так не хотел, но придется, наверное, так уж и быть. Ой-ой-ой, не в ту сторону. И они меня не убьют сначала. Конечно, или я в них не убил. О, вроде убил. Дальше планируешь мелодии добивать? Естественно, я все планирую. Я всю игру планирую пройти и ничего нигде не пропустить. Просто все это делается постепенно. Старый водолазный колокол. Его дверь плотно прижата замысловатым зажимом. Это я ради этого сюда приперся. Ради зажима, который я пока не могу открыть. Ну, тут и секретка. Где? Так я тоже не спешил, но если проходить так, как играет стример, то, наверное, 100 часов это и займет, да. Что, еще 2 раза по столько же? Я за 30 часов еще так мало прошел, что мне еще 2 раза придется столько же потратить. Я думал меньше. Ну, фиг знает. Ну так ищи. Ну так гениально. Сейчас буду каждую стенку обсматривать, каждый миллиметр. Для чего мне чат тогда? Как так-то чат мне миллионы спойлеров и подсказок сыпет ненужных, а когда надо потратить пару секунд, чтобы нужную подсказку сказать, чтобы я времени тратил тут все обсматривая по 100 раз,
Так тогда от чата не дождешься ничего. Ну, как всегда. Мой любимый чат. В лаву прыгать я что-то не хочу. Этот колокол еще пригодится. Наверняка. Только потом обратно сюда спускаться будет та еще морока, блин. Если бы я знал, я бы сюда не ходил сейчас, бы оставил это место на потом. Тут все равно этот колокол пока что бесполезный. Стен вроде нигде не вижу поломанных. Внизу, не наверху. Я сам не помню просто. Так, может тут ничего и нет? Такс, ладно. Ходи в хоровые палаты, там на карте можешь заметить проход наверху. Главный механизм ты имеешь в виду? Или тут вот слева еще есть, я вижу 3 прохода наверх. Слева один, справа один, тут еще левее еще один проход наверх. Теперь, когда у меня двойной прыжок появился, наверное, куда-то там можно уже попасть. Мы так и так планировали все локации осмотреть. У нас на очереди вот были глубокие доки. Не знаю, мы все тут посмотрели, что мне открылось или нет. Там вот еще наверху 2 прохода. По-моему, я там был. Тут внизу мы все вроде посмотрели. В дальних полях вы еще говорили, там вот есть дверь, которая музыкой открывается. Ладно, забей лучше. Примем как мою ошибку. Но если сюда, к этому колоколу еще надо будет возвращаться, то в будущем, может, разберемся, что там было или не было. Который ближе к уголку песни. Проход. Посмотрим. Сейчас я хочу еще сбегать, наверное... Или нет, или это я тоже уже на потом оставлю. Возвращаюсь я сейчас в метро. К телепорту. И... тэпнусь в приют Пилигрима, вот в то метро, которое там рядом, чтобы следующий стрим начать. Вот как раз вот этой двери, которой вы говорили, там справа, которая открывается с музыкой. Или может я передумаю, в другое место пойдем. В любом случае на следующем стриме опять будем смотреть в начале старые локации, вот те места, которые теперь мне стали доступны. Там в дороге грешников, говорили, есть проход. В полях вон там та дверь. В хоровых палатах тоже. В катакомбах может что-то есть. И так далее. Сейчас иду просто в метро. И буду закругляться. Прям в лаву, да. Четыре с половиной часа почти мы сегодня стримим. И гору фей ту самую прошли. Вроде полностью, что смогли, то и прошли. И Качедом Атлы прошли полностью. И еще на старых локациях немножко нового пооткрывали. Я считаю, удачный стрим на сегодня прошел. Не то чтобы много бомбили, не то чтобы много где застревали.
Я думал, что с горой феи у меня больше будет нервов тратиться, но более-менее быстро мы ее прошли. Тут вот на этих мелких боссах с мобами, которые там были, немножко с ними застряли. Ну и ладно. И раньше тоже с подобными застревали, ничего страшного. В целом все нормально сегодня было. На следующий стрим я уже сказал, какие у нас будут планы. Так, этот амулет, кстати, на огонь. Пока я не забыл, можно поменять уже. А вот этот, наверное. Увеличивает скорость восстановления шелком. Я его так и не одевал ни разу, вроде как. И все. Вот отсюда, наверное, продолжим в следующий раз. Пойдем вот направо к той двери. Скорее всего. И остальное, что сможем, что успеем. Какая дверь, блин? А, понял. Я помню, вроде за той дверью предмет, который тебе сильно облегчит движение по карте. А вот и отлично. Вот и начнем как раз с него. Сегодня все. Так, сейчас у меня тут отвиснет кое-что. И будем прощаться. Спасибо за стрим, спокойной ночи, всеми удачи. Тебе тоже удачи там в Звездных войнах и что ты там вместе с ними, может, еще что проходишь. Там удачи. Спасибо за то, что был. И всем тоже спасибо за то, что были. Кто активничал в чате, кто, может, молча смотрел стримы в чате и ничего не писал. Так, у меня эта фигня отлагает или нет? Задолбала, появись. Наконец-то. Вот, спасибо всем, кто, может, молча смотрел. Тем, кто ставил лайки на ютубе, вообще отдельное спасибо. И тем, кто в записи, может, будет смотреть этот стрим когда-то, всем тоже спасибо. Ой, как громко! Извиняюсь. И что еще? Вроде все. Всех поблагодарил. И да, всем спокойной ночи. До встречи завтра на либо Резиденте, либо игре про иероглифы. И всем пока-пока.